Такс. Ну шо. Короче. Так. Опа-па-па-па. Ну шо, ребята. Ну что, ребята. Здорово, всем залетает на стрим. Всем привет. Гей, понял. Нормально. С первого сообщения в чате жестко. Здорово, здорово всем. Так. Врубаем стримчанский. Надеюсь, он врубится сейчас. Очень надеюсь. А, все есть. Все, вижу стрим. Кстати, пока нет. Все, есть стрим. Отлично. Ну что, ребят, здорово, залетает на стрим. Всех рад видеть. Всем привет. Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Как ты прочитал? Ха-ха, капец. Блин, ебать, да, реально прочитал. Офигеть, реально. Базу батил, жестко. Ладно, а где смотреть можно? Короче, ребят. Сегодня начинается чемпионат мира. Офигеть, честно. Очень-очень как-то это быстро наступило. Я как будто еще недавно закончился прошлогодний чемпионат мира. Уже новый начинает чемпионат мира. Короче, жесть просто. Ребята, все идите сейчас на стрим. Самое первое, прожмите лайк, подпишитесь на канал. И кому что помощь надо, ребят, знаете, куда обращаться, да, в принципе. Так. Ребят, короче, смотрите, что сейчас будем делать. Мы с вами сейчас будем смотреть чемпионат мира на официальном сайте. Он начнется через 11 минут. Ой, что это такое? Как он тут появилось? Так, смотрите, на официальном сайте мы с вами смотреть. Он начнется через 11 минут 45 секунд. Будем забирать с вами сейчас скин вместе. Смотрите, то есть нам надо забрать 1000 поинтов. Попытаем сегодня прям вот реально забрать скин. Сейчас будем отвечать на все вопросы интерактив. То есть все там сделать максимально правильно, четко, чтобы нигде не ошибаться. Нажимать кнопочки, забрать скинчик. Сегодня, ребят, Нави не играет. Нави будет играть завтра. Вот, завтра будет играть Нави. И послезавтра будет финал. То есть сегодня первые играют 4 команды. Точнее, 8 команд, да? Да. Ребят, первые 8 команд. Вот мой предикт на сегодняшнюю игру. Типа, я думаю, что здесь задача Z, это ТМ, стамина и такью. Каждый по-своему, это мои предикты, никого не оставляю. Можете хоть на всех параллельно других ставить, типа, это просто мое мнение. Почему Нави нету? Потому что сегодня играет верхняя сетка, завтра будет играть нижняя сетка. Тару можно только на 3-й день забирать. То есть, не, Нави не воль, не, нормально все. Так, кстати, сейчас надо другое окно подключить. Так, давайте, ой, режим студия. Смотрим. Вау, спасибо за Да, поддержку. ну и пошел, да. Ну и куда же без донатов, без... Спасибо вам огромное с донейшена. Блин. Спасибо, Бят, спасибо. Привет, ну и, конечно, Лиза. без залетает, да. Я его проспонсировал. Ну все, ребят, Биз проспонсировал стрим. Спасибо огромное, Биз, за 62 тысячи рублей. Эх, ну, ребят, кто не знает, Биз спонсирует чем? Биз спонсирует его. 4 убил Нави. Это Зорган Киллс. Да, Эндрю Нави нету, потому что ты бот. За кого болеешь? Так, я уже показал свои предикты. Сейчас, подождите, я хочу открыть другую вкладку, чтобы не путаться. Стойте. Нет, не то. О, вот, все. Отлично. Будем тут, получается, смотреть чемпионат, а тут у нас будет Google. Окей, у меня точно так же. Короче, когда, ребят, смотрите, в чем прикол? Это сейчас чемпионат мира, и я очень сильно боюсь, что могут дать страйк, потому что все-таки трансляция, она официально, по сути, да, ну и могут, реально может такое быть. Так что, когда там не будет катки, мы будем переключаться на вот такую вот сценку, где просто вот так. А когда будут катки, мы будем смотреть вот так, то есть, такие дела. Ну что реально очень боюсь, что могут дать страйк, блин, это же за этой херни еще не хотел бы страйк получать. Добро, будет страйк, ждем страйк, да. Ну, короче, поняли. Короче, вы поняли. Ой, я слышу свой стрим. Стойте. Что это за стрим, ё-моё? А, все, ё-моё, это у меня рубился какой-то стрим на фоне. Так. Ух, отлично. Я думаю, тотем проиграют. Ну, ну тотем очень жестко. Не, ребят, понимаете, что может быть все что угодно. В прошлом году все, СК самая жесткая была. Все думали, вообще не топ-1 займут. Там в финал стоят 100%. Но они вылетели в первом же раунде, в первой же игре. То есть все максимально предсказуемо. Могут и Z проиграть в первом же раунде. Здесь все максимально предсказуемо. Здесь просто, да, можно по один рейту смотреть примерно, кто больше выиграл. Но недавно, если вы не знаете, был несколько дней назад турик между всеми этими командами, которые пошли в чем. Вообще, таки выиграла Z, кто не знает. То есть все рандомно, все очень рандомно. Вот вроде таки выиграл Z, ну что за бред, ну выиграли же. Но, Вау, но...
Спасибо Блин, за ё-моё. поддержку. Бля, что вы творите? Зорган Килс. Зарганкис. Бля, Зорган Килс. Спасибо, Бяс, БС, за еще один донейшн, 71 тысяч рублей. Вопрос жесткий. Спасибо, Бяс. Элахи, ребят, что сегодня Бяс творит? Что творит этот Бяс БС? Успеем. Я просто в первый раз таким занимаюсь и не думал, что скин можно в первый же день забрать. Да, можно. Типа, ну если сейчас вообще все предикты дать правильно, если сейчас в чате все вопрос правильно, всегда нажимать кнопки, всегда объективно, то да, можно, конечно же, можно. Конечно, можно. Так. Тун-тун-тун-тун. Так, все, полетели. Так, тут у меня вот это. Все, я все открыл, короче, все, сейчас удобно. Сейчас удобно. Это наперед, если что. Наперед что? А если неправильно проголосовал, что будет? Неправильно проголосовал, то ничего не будет. Просто дадутся... Вроде, если ты проголосовал, даются 10 очков, если еще угадал, сотка дается. Посмотрим, короче, что будет. Сколько осталось, ребят? 7 минут остается. 7 минут. Блин, капец, уже вся фигня остается. Все, просто фигня уже остается. Все, короче. Давайте еще посмотрим с вами, что тут у нас по расписанию. Вот, короче, ребят, смотрите, сегодня будет играть Зета против Космак Гейминг. Это что такое? Это, короче, здесь Зета, реплаты там против Ватры, АКМ против Стамины. Ну, это вы знаете. Да, завтра, ребят, дальше. Завтра буду играть Трайб европейский против Зеты. Это Зета, да? Зеста это Зета? Нет, такая другая команда. Потом Zeta Division Zero против Космак Гейминг. Ну, тут Zero. Tribe Gaming NA против Нави. Вот, кстати, Tribe Gaming NA в прошлом году выиграли СК просто с разгромным счетом. Но Нави потом их выиграли, кстати. То есть потом их все-таки выиграли Нави. Ну, вот посмотрим, кстати, интересно реально будет с трайбами. Они в прошлом году играли против европейских трайбов, сейчас против... Короче, против трайбов с другого континента. Реконик, Спорт, Сток, СК Гейминг. Ну, а четвертьфинал-то вообще будет интересно, непонятно, кто там выиграет. Ну, смотрите, ребят, ТАРУ вы заберете 100%. И смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 всего матчей. То есть 15 предиктов можно сделать. Это если на все везде дают по 100 очков, и вроде там потом 125, 150, это же 1500. А еще если на вопрос отвечать, а если еще там на кнопочки нажимать, типа, это же вообще халява. И потом MVP выбирать. Каждый раз выбирать MVP. Вам за MVP еще сотка дается. Типа это 30, это 3000. То есть это вообще халява. Реально. Просто надо именно смотреть чем. Когда будут тесты? Какие тесты? Норм. Тесты имеешь в виду ответ на вопросы? Или что ты имеешь в виду? Или что, дружище? А что за MVP? MVP. Типа, ну, выбираешь игрока, который тебе больше всего понравился в этом матче. Вот все. Который, ну, по твоему мнению, который самый жесткий был. Нормально. Короче. Я, кстати, кто-то ссылочку еще прожмите лайк. О, кстати, смотрите, в БСе, смотрите, прям в БСе уведомления. Мировой финал, Бравл Старс, смотри, за месяц шоу для получения наград. Прикольно, кстати, дай заскрин, даже это объявление прикольно. Класс, кстати, очень красиво, реально, офигеть. Круто. Короче, полетели. Все, ребят, 4 минутки остается. Привет, очень классный тувер, спасибо. За Нави, короче. Да, пошел голосовать. Давай. Ребят, кто еще не голосовал, обязательно проголосуй сейчас, потому что, ну, мне кажется, лучше заранее, чем во время чемпионата, может не успеть. Оно просто дается там минуты вроде на голосование. Так что лучше заранее, чем сейчас. Опять же, вот еще раз говорю, мои предикты. Не заставляю вас также голосовать, кто хочет голосует так же. Привет, здравствуйте, Казанчин. Блин, просто на поверхности в этой теме надо будет сразу после матча MVP голосовать. Да, кто только закончится, дается вроде... Опять, не знаю, какое-то время, там, 30 секунд, минута, чтобы проголосовать. Зачем говно? То ли дело Зорн Киллс, да. Я хейтер на вопрос. Не, никаких нет вопросов. Да, финал, блин, через один день. Блин, конечно, в шоке, реально, как быстро время летит. Как будто еще вчера это был чемпионат прошлый. Нави клетка плохая противник. Да, я знаю, да. Не клетка, а сетка. Да, очень сложная сетка у Нави. Да, я знаю. Давайте даже сейчас, если я найду, вам покажу сетку. Вроде куб выкладывал в... Блин, где-то выкладывал... Я, блин, сейчас... Ну, не, можно найти. Можно найти. Сетку.
Сейчас найду ее. Ну, Нави, да, Нави очень сложная сетка. Очень сильные соперники против них попались. Это... Во. А, нет, это нижняя сетка. Это нижняя сетка. Блин, сейчас я вам найду полную сетку сек. Сейчас я вам найду полную сетку. Подождите. Спасибо за подписочку. Да. Для вас когда? Сейчас. Когда это было? Когда сетку выкладывали? Кто помнит? Там было известно уже, какие команды с кем будут играть. А, вот. 26 октября. Вроде это выкладывал. Я просто не выкладывал, блин. Сейчас, сек. Найду это. Сейчас найдем. Блин, не, я не могу найти, хрен пойми, где эта сетка. Алян. О, все, ребят, начинаем чем? А я почти ПК сетку найду для вас. 26 числа, блин, да, это было, ну-ка. Блин, не, я не могу найти полную сетку. Хрен пойми, где полная сетка? Ладно, забейте, блин, не смог я найти. Окей. Там, конечно, лошарка бейс. Давайте я мутик дам за спам, блин, ебать, зачем вы спамите? Короче, не хейчу ведь лошарка, не хейчу. Всех мы любим. Так, полетели. Все, начинается. Начинается. Да, онлайн в новостях последних сетка была, да? Да ладно, забейте, все, полетели. Так. Что по музыке? Блин, тут опять... О, все. Короче, первое место, ну, в принципе, как в прошлом году, получать 400 тысяч долларов. Второе место 200 тысяч долларов. И третье-четвертое место. А, вот. Блять, я искал 5 лет. Короче, давай прям сделаю скрин. Давайте прям сделаю скрин этой сетки, чтобы не потерять. Все, нормально. Короче, вот, ребят, сеточка. Сначала играют у нас Зета, ну вот видите, верхняя. Зета против... ну, короче, ребят, завтрашние матчи, вот, завтрашние матчи. Трайб против... Смотрите, то есть, чекайте. Нави играть против Трайба, получается она. Против Трайба она играет Нави. Ля, что там за получилось за бред? Ля, что это такое? Короче, сначала играют Зета... Смотрите, если Нави выиграют, получается, Трайбов, то они должны попасть против СК. Я так думал, здесь, скорее всего, выиграют СК. То есть это очень сложно. Это мега сложно. Нави без СК, это не очень сильная команда. Потом, если они их выиграют, то здесь 100% будет встретиться Zeta Zero. Понимаете, Zeta Zero. И потом, если они их выиграют, надо, скорее всего, будет встретиться Zeta One. Это вот мега сложно. Это мега сложно. Ладно, что тут за... Блин, ну это СП песня, я моя. Навелица льет сразу. Бля, ну посмотри, не, ну мне кажется, Трайб, типа... Блин, не знаю, но Трайб Гейминг канал, мне кажется, не должны выиграть. Ну, должны. Не знаю. Должны выиграть Трайб Гейминг канал. Ну, блин, ну... Ну, говорю, в прошлом году их выиграли, они их выиграли, реально, в прошлом году. Посмотрим, что будет в этом. Ну, в прошлом году они выиграли и европейских, и Нави все вообще выиграли. Нави сила, ты что на них бычишь? Ну, да. Не, Нави сейчас реально, они очень хорошие на форме, в принципе, они очень много играют скину, так что... Блять, ну кто мутит? Ну, харе, пожалуйста, бис, ну прошу, ну реально. Эндрю, ты что, против Нави, бис, подключай стрим.
СКИН имба. Блин, Саш, скинчик на ТАРУ вообще имба. Блин, ну долго что-то песня будет? Мать. И мать они костюмы, конечно, нашли. Да, это песня сапает, реально, за это суперслабый с приколов они могут не просто мне это вырубить, реально страйк кидануть за эту песню. Не-не-не, это ж трэш. Не то, что мне это вырубит, понятно. Там, в принципе, и пофиг, но то, что могу страйк кинуть, это не пофиг. Это как бы совсем не пофиг. Так. Нормально. Ну, давайте просто... Даже там песни кто-то поет. Да. К утрам здравствуй. О, Морфи, здорово. Шо? Бля. О, привет, Демьян. Демьян, здорово. Ладно, давайте... Не знаю, можем на этом фоне писать, но, бля, мне кажется, даже за такое могут. Ладно, давайте лучше встретить. На кого ты завтра поставишь на трайп или зета? Я завтра поставлю, блин, не знаю, на зету. А, на зест, ё-моё. Давай завтра скажу. Вот после сегодняшнего дня я уже пострю предикты. Не знаю, но я вообще такого не знаю. На трайбов, конечно, трайбов. Я такого вообще не знаю. Смотрите, я поставлю, скажу, как я поставлю. На трайбов. Ну тут Z, тут меня делал Нави, тут СК, вот. Ну это очевидно, мне кажется, очень ставки завтра. Очень очевидные ставки. Мега очевидно. Очень повезло. Давайте сузим, кстати. Чем мы так смотрим? Пум-пум-пум-пум-пум. Здорово, это же ты лично всем донатишь? Да, дружище. Ребят, кому еще нужно, если помощь, знаете, обращайтесь мне в ВК, в Телеграм, лично помогу. Спасибо за то, что ты задонатил. О, случайная выдача добычи, нормально. Ребят, забирайте, кому надо, случайная выдача добычи. Спасибо за то, что ты меня знатил, мне 400 за генос. Не за что, Морф, не за что, спасибо тебе, спасибо, что обратил. Ребят, кому опять еще нужна помощь, знаете, пишите в ВК, в Телеграм. Да без пропаганда терроризма, ты чё? Не надо, пожалуйста. Дран, привет, Дран, как дела, Дран? Я ждал твой стрим. Дран, ты лучший тырю, Дран, спасибо, что есть. Не за что, Холдик. Рад тебе помочь. Твоими стримами. Хотите прикол? Эндрю Токсик какой-то, кто согласен плюс. Да, вообще согласен, реально. Токсичный какой-то непонятный. Я полностью поддерживаю. Полностью. Целиком полностью. Так, ну шо там? Бля, ну когда это шоу закончится? Я ебал, реально. Аллилуйя. Бля, не знаю, хочется посмотреть со звуком. Да, кто это такой? Блин, жестко. Ну, реально, ну кубок, мне кажется, как будто с каждым годом становится все проще и проще, реально. О, ну-ка, ну. Реально, кубок с каждым годом все проще и проще становится тупо. Как будто в прошлом году был такой навороченный, а сейчас вообще какая-то фигня. Блин, классно так все сделали. To Brawl Stars World Final, and we have here 16 teams who have been fighting all year long around the world to qualify and join us right here in Disneyland Paris to get this trophy. 16 teams, 3 days of competition, only one will be the champion. I am Damascus, I will be your host all weekend, but without further ado, let's get brawling! Ну и вот наши эти ведущие. Даже кто-то кричит, да? Даже кто-то кричит. Сейчас дать ключ мышку. Кринж побрил на лысо. Е-мое, вообще кринж. О, все, ребят, сейчас буду играть Зета против... Через 7 минут, через 7 минут будет первый матч. Через 7 минут. Нормально. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да и так уже у тебя донатил раз 5 свыше 500 гем. Блин, спасибо, хорош, бро. Ребят, кто уже донатил, либо еще кто не донатил, опять же говорю.
Где кто не донатил, короче. Кому нужна помощь или точно знать, как звонить, пишите мне в ВК, в Телеграм. Блин, что ты мутишь, чела? Эдгар заблокирован. Кого вы блокируете? Что вы блокируете, чел? За что вы блокируете? Кого вы блокируете в чате? Блокирован модератором, заблокирован. Эдгар заблокирован. Пиздец. А чё, как выбирать вообще команду? Блядь, да ты еще что, не выбрал команду реально до сих пор? Просто смотри, чемпионат, вот здесь справа, видите, где вот случайно выдача добычи, тут появится, вот и все. А чё, как выбирать так? Уже читал? В финале будет бо-7. Да, в финале будет... да, я знаю, да. Прям вот именно в финальной катке бо-7, да, как в прошлом году, я помню. Да. Прям в финале, да, бо-7 будут. Такс. Блин, Бис, ну ты заколебал. Ну реально, сколько же можно? Какие люди, холодильник? Да, на холодильник, да, такие люди заходят на стрим. Прям на стрим, это не всегда такое бывает. Так, ну что тут по сетке? Так, смотрим предикты от этих, как их? От комментаторов. Блин, интересно. Ну, в принципе, как мы и говорили, да. Ах, смотрите, все на ватру ставят, все на ТМ, а не на ватру. Ну, тут, понятно, только тут... Почему все на ватру? Я думал, ТТМ. Блин, странно. Интересно. Интересно, что на ватру все. Мега интересно. When does Na'Vi play? Day 2 of World Finals now. Когда Na'Vi играют? Во второй день, ребят. Да, во второй день выбирайте Day 2 of World Finals. Во второй день мировых финалов, ребята, не играют, они сегодня не играют. О, пацаны, 50 очков залутал. Я пока по максимуму лутаю. Я пока лутаю по максимуму. Это нормально. Отвечайте на вопросики, ребят, отвечайте на вопросы. О, уже собираем. У меня уже здесь Бравл Старс. Отлично, монетки уже приходят. Найс, супер. Супер-пупер. Бля, боюсь слушать со звуком, потому что быть, блин, что забанить, е-мое, пиздец. Ну, блин, говорю, боюсь, не, реально просто могу стрим забанить. Звуком что-то не рискну я. Бля, 3,5 минутки. Бан канал навсегда. Ну, навсегда не забанят, а вот страйк могут кидать. На стримов. Давайте послушаем, он говорит. За Z 92%. Ну, блин, кстати, интересно, будет когда такая команда, которая будет 99%? Вот там вроде был 97%, когда Na'Vi играли, там против каких-то, помню, наверное, чипов. Но вот 99. Что там выше был 99? О, все команды показывают. Это который сейчас будет играть. Думал, это прям... я думал, прям, знаете, все выйдут такой в начале. Зета. Это Z1. Это One. Блин, это сейчас какие-то так классно, когда реально все выходят на эти стенды. Блин, прикольно. Очень круто. Мировые финалы, классно. Ладно, давайте посмотрим с звуком, хрен с ним. Пару моментов можно с звуком посмотреть. Это поддержит Россию спецоперации? Блин, не знаю. Мне кажется, совпадение. Блин, прикольно. 2 минутки остается. Смотрите, кстати, в прошлом году такого не было. Видите, для планшета у всех подставки, это видите? На каждом стенде. Или это они с собой взяли? Или это было, интересно? В прошлом году не было так.
Блин, прикинь, завтра Нави так выйдут. Ну я их не знаю, честно, вообще не знаю этих типов. Вообще не знаю. Ебать, просто какой француз. Бравл Старс Championship 2022. Рам, почему ты не цензуришь Аву Z? Ты что, поддерживаешь спецоперацию Септа-Лета? Gero comes and joins this team, and Rama believes that he really helps them and allows them to deepen their pool of strategies and increase their communication. This team qualified as Craze Clan and were picked up instantly by Chasmat Gaming Europe, who wanted a representative from that EMEA region. This team got a lot on their plate right now. They come in as a number 1 seed, but again, the EMEA region arc is so Ладно, давайте пока можно вырубить. В команде Нави я не помню, ну, по-моему, из тема. Да ну, реально? Да не, мне кажется, вряд ли. Есть Нави, мама? Да, вроде нет. 1/16 финала. Еще музыка, на самом деле, может с АП быть, вот это, которую тут играет. Я 100% я уверен. Ву, Гагнерала, Руси, Люкхейн. Нет. Нет. Не спонсируем. Жалобы с серьезно. Да иди ты нафиг, Эндрю. Сейчас я кину жалобы с серьезно. Чечмак гейминг. Порчениса, бенто, блок. Но блок. Это типа тебя заблокируют, ваш канал будет заблокирован. Да? Вот так переводится-то. Вотер, да, вотер чены. Понял. Я предикты, как у мама. Я не знаю, какие у мама. Я уже показывал свои, я опубликовал их. За Зету, потом я пригласил за Реплату Тайм, потом за Стамину и за Тим Квеса. Люди, как у вас дела? Дела нормально? А ну-ка, так. Блин. Когда? Сун, ну Сун, давайте начинайте Сун. They didn't drop a single set, which means coming into the World Finals, they're at their peak, they're at their top, they're at their very best. And for Chasmat Gaming, it was a little bit of the opposite. You know, their best performance was back in April of this year, and you know, they've had a bit of a... Да, видите, все-таки... Не, видите, везде одинаковые подставки, то есть прикольно, типа они сами дают подставки, что вы ставили. Это классно, кстати, в прошлом году такого не было, то есть в прошлом году сами держали как хотели, а сейчас сделали такие подставки, это классно. Раунд говорит, Сколько украл предикт. Блин, да как можно вообще предикты воровать, блядь? Ты их сам делаешь. Блин, пис, нет. Осуждаем все это. Осуждаем все это. Так. Полетели. We have a lot of representatives from the EMEA region because it is considered widely very competitive. So the depth of talent on these particular teams. And again, like this team sort of believes that they benefited really greatly from this year towards a pick and ban system. They felt like that allowed them to get a good read on their opponents in terms of what came out in that phase. And quite often we see teams go for a very cheeky pick. If they have that last pick, that pick number 6, we get to see some really interesting strategies, potentially bringing in tanks when there otherwise wouldn't be any counters. They might be relying on that in some of these sets to get the drop on, say, to Division 1. The question is, just what kind of блин. Да, очень долго все эти приготовления идут. А, это 4-й их? Он что, тоже будет играть или что? Это ночи Дранго. Блин, можно. Мы вчера уже, кстати, были. Ну, уже вчера были. Ех, Ревзе. Кстати, можем сейчас в Дискорд пойти. В принципе, какая разница. Будет интереснее. О, все, карту смотрим. О, я очень люблю эту карту в лиге. Я люблю очень эту карту в лиге. Надо эту лигу выдапать. Я вообще не знаю, кто знает командующих? Смотрите, гейминг я первый раз вижу. Типа они еще европейские. Первый раз вижу эту тему. Первый раз вижу. О, смотрите, как класс, теперь новое оформление пика. Смотрите, как круто они сделали, офигеть. Да, прикольно. Вау, это девиз. Блин, очень круто все сделали. Я зашел в Discord, если хотите, заходите. Блин, очень круто сделали. Да, мне кажется, или 2 раза играть где-то? Или со сцены слышно? За сцены слышно или что? А, да.
Пайпер, блин, как круто они оформили все, ё-моё. Как круто они все оформили, авахеры. So you can't ban all the sharpshooters, that is quite clear. Both teams have opted for pretty strong mids. Tick comes in as well. Блин, офигенно просто. Yeah, I quite like how this is shaping up so far for Chazmak, and now there's Division 1, a chance to respond. I do love the idea of Bell here. I think Bell is in a fantastic spot, or Penny. I think they're having something to apply some pressure, some control, like that Penny turret could go quite a long way here. Брок, Пайпер, Тик. Блин, ну уже не с ним хорошо, потому что Зета Брок. Зета Брок, там Тиком будет очень сложно, там Тика подожмут жестко. А фа в левый угол, то баны загораживаешь. В левый. Ну понятно, ну один бан не видно только, один не видно. Там, ребят, если что, это как его, Отис. Можно вебку поменьше сделать, кстати. Можно вебку поменьше сделать сейчас. Так. И эту рамочку тоже. Блин. Оп. Все. Надо чуть-чуть поменьше и видно. Здорово, бро, здорово всем. Так, ну что. Пики закончились. Кстати, не громко слышно, не тихо. Че в чате, как там оно? Не громко, не тихо. Вертели. Так, ну что, начинается катки, не все гарши, решение очень круто они все делали, молодцы, очень, очень качественно все передает. Прям классно. Ну что, мировой финал. Так, ну что, начинает Зета поддавливать, в принципе, у нас, да? Ну, жмутся, жмутся. Как их назвать? КГ, давайте называть КГ, да? КМГ, я буду звать и КГ. КГ жмутся. Броком раскрыл уже бочку, за которую они могли бы прятаться. Джин мильтычком идет хилиться нормально. Папер не может подойти. Видите, все как пытается фикзонить, но все равно никак. Никак у них это не получится, мне кажется. Сейчас чуть закроется карта и сразу их зажмут сразу. Уже Джин вот накапливает ульту. Уже лоу Пайпер. Ну, врубил газ щит, пытается как-то продавить. Забирает Брока, кстати. Охренеть, сейчас айтемпу забирает. Да ну. И Джин тут все это соло. Блин, кстати, соло... Джин... Не-не-не, нормально. Слушайте, слушайте. Да, вы просто прикиньте, какой будет ор, если Зета проиграет. Вот просто прикиньте, какой будет ор, если сейчас Зета проиграет. Это будет мега ор. Блин, это просто 91% за них был. Блин. Смотрите, как за... А, не, ну все, Карлс Гар залетает, забирает их, тоже уже, да. Ну было просто угарно, реально. Блин, давай. Ну все, да, накапливают ульту все. И Броку тебе дать ульту накопить, понял. Умно все эти челы играют, очень умно. Так. Ульта опять у Карла, опять у Джина. Карл сейчас опять может Гарса залететь, забрать у Джина ульта. Сейчас очень будет сложно КГ. Показывают эмоции игроков. Конечно же, вытягивают Нови. И забирает. Ну все, тут уже они остаются 3 в 2. Здесь очень уже сложно, практически невозможно. Карл Гарс залетает и просто ему тут нехрен делать даже соло забрать. GG, первое за этой. Но, блин, слушайте, нормально первый раунд забрали, нормально первый раз забрали. Отпор им дали, неплохой. Где кнопка? Может, конце бы, кстати, нет. Кнопки не знаю, кстати, видите, кнопочек нету. Ну, привет вас уже очком в данный момент. Напишите в чат. Так, полетели дальше. Баны видим тут, справа снизу. Опять, блин, очень подавлют. Брок сразу ломает эту бочку спереди, чтобы они не прятались. И все, сразу же подавливаются. Они тик пытаются накидывать, но Джин все время хилит Карла. Брок там... ну, Брок стоит на Пайпер. Тоже не особо не дает ничего сделать. Там перестреливаться.
Джин мильтичками дает хилиться, тоже в зоне жесткого очень гаса. Сайт темпа мансит от Тика. Кстати, очень хорошо мансит от Тика. Смотрите, Тик него... попал тычку от оно. Да. Тут все, видите, подход я, сразу залетает с темпа, чтобы забрать Тика. И забирают на лоу хп сейчас Тик уже, все, ему скорее всего говорят. Нет, слушайте. С темпа он все-таки, мне кажется, ушел. С темпа 2 гашта пришлось потратить, но он все-таки забрал. Ну, короче, выиграли за это, видели, тут нет. 800. 365 кого-то есть, нифига. Куда так много 165? Не знаю, как можно больше 140, а как вы 165 получили? Тут 165. Блин, давайте. Но опять же, все сложно. У Папер ульта, кстати, реально, у Гас ульта сейчас могут продавить КГ, Космак Гейминг. Все, залетает Карл, GG Тику. Нет. Боже, почему он себе дал щит, а не Тику? Блин, они вынесли одного типа. Сайт темпа вынесли. Все, минус. Слушайте, не прям так легко. Слушайте, Зета. И не прям так легко. Нормальный отпор, что сказать, дают ей Космак Гейминг. Молодцы, типа. С приколом. Я думаю, как-то вообще отлетят быстро. Они, смотрите, еще и забирают катки. У всех ульты у них. Да, у Джина и у Карл тоже, но у Гаса и у Папера, и у Тика. У всех, короче, ульты, кроме Брока тут. Сейчас интересно будет, как они все их реализуют. Джин метится ультой. Ну, блин, промахивается Джин ультой. Наносит дамаг по Карлу. Он должен юзать ульту. Блин, 200 хп Джин. Блин, давайте. Блин, я очень так хочется. Я понимаю, что я про Стару по-любому заберу. Но я очень хочу, что реально, чтобы выиграли эти типы почему-то. Мне так этого хочется. Мне хочется, знаете, будет, что выиграли аутсайдеры. Смотрите, видно, как все потеют. Смотрите на чела из-за этого. Это не сайт темпа. Смотрите, как он потеет просто. Смотрите, как все потеют. Посмотрите, как они все играют. Все, заходит. Глядите, Кеть, как он так мансит, Карл. Как сам темпа так мансит. В притык практически. Это очень сложно. У Гаса очень сложно. Это быстрые тыки. Убивает сайт темпа. Ля-ля, 2 в 2. Забирай. Бля, нет, ё-моё, нет. Бля, было очень хороший шанс. Очень хорошие шансы были, бля. Очень хорошие были шансы. Ну, ё-моё. Печально. Нормально, блин, ребят, как вам первый режим? Первый режим закончили, забрали Z. Слушайте, согласитесь, как, для такой не прям очень жесткой команды, самой сильной топ-1 команде мира прошлого года, блин, это очень было достойно, считаю. Даже первый режим был очень достойный, они не отдавали. Было потно, да, реально было потно, то есть попотели. О, кнопочка, здесь кнопочка, по-моему, один раз появляется. Ребят, не забывайте нажимать кнопочку, извините, 10 очков дается, нормально. Было 5, видите, если она появляется реже, то очков дается больше. Интересно, очень интересно. Очень интересно. Сейчас будет просто какой-то вопрос. Не, мне кажется, вопрос будет после матча. Давай. Мне кажется, просто будет после матчей. Так, следующий, ребят, через 2 минутки начнется. Давайте пока с вами пообщаемся тут, да? Это сколько будет карт? Карт, не знаю, кстати, ребят, до скольки они играют? Сколько режимов? Не карта режимов, сколько у нас тут? Сколько режимов у нас будет? Так. Давайте вырубим ведущих. Они не мешали. 3 отжима вроде. 3 отжима? Понял. Так. Это секунд 5-8. Ладненько.
Фух, не, ну блин, понимаете, прям... Вот просто прикиньте, какие будут эмоции, когда будут играть Нави в финале. Ну это же вообще капец. Короче, здесь что дойдут, прям, будем верить, будем верить. Будем делать все возможное и невозможное. Так, ребят, все, поехали, начинаем. Гемы у нас с вами. У нас с вами гемы. Так, ну что, баны. Сту Гавс Пенни, Гавс Пенни Бол. Нормально. Кстати, видите по банам? Интересно, что такие похожие баны очень. Нормально. Так, Отис. Берут Отиса сразу. Блин, он сейчас очень дико мет, ребят. В лиге его все пикают, все практически не побеждают всегда, когда его пикают. Очень сильный. На миду они говорят, я возьму все-таки. О, пока опять все команды. Ребят, пока помогаем с натом, пока вы там делаете пики. Может, ребята, нужно помочь натом, обращайтесь к мне лично, в ВК, в Телеграм, лично тебе вам помогу. It's going to be a tough one to face off against, honestly, and ultimately, you know, having the ability to pop the spooky popper and just have that additional damage from the ghouls on the map is going to be such a great thing for Zeta to have, and you know, the shield as well, just going to keep that survivability level high. And they do lack the aggression, though, and that is the thing, some control. I do feel like Rico would be the pick, but this is Zeta Division 1. Что сегодня взять 1000? Посмотрим, сможем или нет. Так, пока я ничего не пропустил. Ребят, сейчас все, будем с вами отвечать на все смотреть. Здесь нет, здесь очень пропустим. Очень надеюсь, что не. But we've seen how scary he is. Again, his record speaks for itself. Undefeated in sets on that pick, as I mentioned already. He's 7-0 now, so definitely something to look out for here. So how do you round out this composition for Chazmak? What are you looking out for? Yeah, I mean, ultimately, I would like to see that Rico on the side lane. I'm a bit biased because it is one of my favorite brawlers here on Hard Rock Mine. Отлично. Мой друг 340, блин, жесткий твой друг. Ребят, пропейте лайксик на стримчик, когда добьем хотя бы 60 лайкосиков. 150 очков, ребят, сколько у вас? 150, нормально. Ля, идем к Тарик скину. Кстати, 200 очков вы даже пинчик получаете. А это спрей, да? Это спрей, ребят? Вот этот с летучей мышкой, это спрей или что? А? Это спрей. О, давайте музыку Бравла включать на фон. Музыку Бравла на фон будем включать с вами сейчас. Кстати, я в Бравле купил все-таки пин Нави. На 600 спрей. Это ж спрей, да, все-таки? Я думаю, может, Ава. Не так уж заколебали спрей. Честно, вот я уже миллион раз эти говорил, может, сейчас послушать меня, может, кто-то согласен. Типа, не знаю, мне кажется, в Бравле спрей максимально бесполезно. Типа, спреи они взяли из Fortnite, там, из PUBG. Ну, понимаете, что прикол? В Fortnite и в PUBG пока дойдется, допустим, там, когда, допустим, вы играете 100 человек, да? Пока выдается главный рубилка, там вы бегаете минут 10, собираете ресурсы, там, да, можно покидать спрейчики, пофаниться. А в Бравле, ну, допустим, в трио, там сразу рубиловка. Типа, нету времени особо покидать спрей, да? Это, мне кажется, толку немного. Типа, не знаю, мне кажется, в Бравле это максимально бесполезно. Типа, реально, вот иконки, да, пинчики, да, вот спрей, что-то мне вообще не прикалывает, не знаю. Их кида, конечно, ну, что-то не знаю. Писано по ним, где? А, значок. А, это значок. Не, значок вообще имба. Спреи уже заколебали. Иконка. Все, ребят, начали. Так, полетели. Опять темпа на Карле. У нас Джин на миду, Макс на миду и на фланге Отис против Гаса, а также Рика. Окей. А, нажимаем кнопочку, ребят, не забывайте нажимать кнопочку, дается 10 очков. 10 очков дается за нажать на кнопочку. Chazmak, and that's going to help a lot. One single connection on any of those shots is going to keep that visibility layer there. But look at this, hurling the sheep as Zeta are all clutched together in that bottom right-hand corner. But now, some fight. Нормально. Что, еще нажимать? Ну, блин, опять же, сейчас контроль на миду у Зета, но забирают все-таки у нас с вами. Играем все-таки с вами Карла. Ну, что темпа выходит, с темпа 5 выходит. Ну, сложно, очень сложно тут видно, что... Ну, просто так называйте команду КС, я просто вообще не знаю, ребят, команду. О, Отис забирает Гаса. Давайте просто называть красная команда. О, будем собираться, я буду назвать красную команду. Красной команде очень сложно тут.
Они меняются флангами с этой. Оп, залетается темпа. Блин, затягивает там Рика. 6 гемов у Макс, бедный Макс давит и так и сяк, и всеми способами, методами. Не может вообще выйти, просто реально их давит, конкретно давит. Никак не могут выйти, стараются, но невозможно. Собирают еще и это, как его, Отиса, и все, в принципе, никак не выйти тут красной команде, просто за это собирать 10 гемов и только улучшенно уходит. Да, еще затяжку у Джина, сейчас он еще по-любому кого-то затянет. Ну, так это за это, да. А, нет, не затянет. А, кстати, могут сейчас пытаться выбить. Могут выбить. Им хотя бы Карла. Выбил! О, ушел! Гигантс ушел! Да ну! Просто охренеть. Ебать, это было эпично. Охренеть, собирай, да ну. Нет, камбэкнет, да что? Нет, вышел Отис. Он тоже не даст камбэка, дает ульту на Джина. Да, ебать, пот, охренеть. Все, 17 геймов Отис, тут уже вряд ли камбэкнул. Хотя идет газ. Не, все. Да, ебать, просто камбэк жесткий. Охренеть камбэк, просто охренеть не встать, ребят, я просто... Не, ну реально, это капец эмоций, серьезно. Охренеть, блин, начало очень мощно начало. Очень мощно начало. Ух, давайте дальше. Так, опять те же самые, ничего не меняется, Карлс разлетает с гаджета, забирает Макс. Охренеть просто. Да, до 3 побед, ребят, все-таки играет, не до 2. Режима. Ну, Карл забирает уже 5 гемов на 0. Красная команда проигрывает. И больше сделает красная команда в прошлой катке в ахере. Ой-ой-ой, опять синули Рика. Ну, слушайте, Рика синули, но сейчас контроль на миду все-таки у красной команды. Поддавливают нормально, так неплохо. Забирают Гаса, поддавливают Джина, просто убивать его. Отис очень хорошо попадает ультой. Кстати, а на значок надо нажать? Нажимайте, ребят, на кнопочку. Не забывайте кнопочку нажимать. Нажимаем еще. Так. Ой-ой, затягивают. Макс, ну Макс уходит, да еще и забирает Джина. Ой, а это было зря. Все, понял, что зря и уходит. Блин, ну пока лидируют по гемам все-таки, ребята, красная команда. Ну там еще и Карл, блин, все. GG. Хотя, стойте, вышел Отис. Им надо забрать Джина. Не смогли, все-таки дал ему газ, ульту. Слушайте, могут сейчас камбэкнуть, могут. Дает Макс ульту, им надо убить Джина. Забирают гема, офигеть фото. Уже 5 гемов у красной команды, они пока не дают выйти. Ой, вытягивают Отиса. Но им все равно не хватит, это 9, им все равно не хватает одного гема. Забирает 7 гемов Макс. Тут пытается против Гаса, но Гас просто мочит, просто танкует, очень сложно. Забирают они, ребят, 10 гем. Красная команда не собирает, надо по-любому еще один гем, поэтому они сейчас будут танковать. Опять же ульта Отиса, сейчас могут как-то сделать, отыграть, потому что надо выбить Джина, хотя бы надо выбить Джина. У Джина очень лоу хп, Макс выбивает! Выбила и уходит, не уходит. Не, все, не, ГГ, Карл идет забирать. Блин, если Вой зашел, было бы хорошо. Да, все, ну тут тоже не камбэкается, Не камбэкается. Блин, ну очень. Слушайте, какие интересные катки. Все-таки в гемах капец интересные катки. Что там в гемах столько камбэков может быть интересно, что я в шоке. Очень много может быть тут интересных камбэков. Вы теперь понимаете, как сложно давать предикт. То есть, блин, здесь все что угодно. Видите просто, что сейчас с гемой происходит? Просто камбэк на последних секундах и все. Какие тут предикты можешь давать? Зета, которая чемпионы мира прошлого года. Какие тут предикты можешь давать?
На иконку или пинчик. Морис, пиши в ВК, в Телеграм, да, поможет донатом. Нажимаем, ребят, на кнопочку 180 очков уже. Не забывайте, ребят, понял вам, нажимайте на кнопочку. Так потеет, конечно. Так, Рика очень хорошо стоит против сайт-темпа, но все-таки ему идет помогать Джин и добивает его. Блин, зря Рика просрал ульту, очень зря. Ну ладно, тут Оти старается против Газ что-то сделать. Не получается, но Оти себя ульту не просрал перед смертью, это хорошо. Тем не менее, все-таки 3 гема есть у Макс. Правда, полностью сейчас давит Зета, полностью контроль них, но затянул Рика. Рика еще успел выбить Джина. И этим самым все-таки... Ой, еще хорошо Макс сносил от призрака, очень хорошо. Очень-очень хорошо, очень-очень и очень классно. Ой. Дают щит Карлу. Ой, как сейчас будут давить этого бедного Отиса. Он по щитам с Джином. Ой, очень больно, очень больно. Мега больно. Бля, да ну, тихо. Забирается темпа все-таки Карл. Но, ребят, 6 гемов у нас все же красная команда, а не у Зета. Джина ульта, чтобы быть очень осторожными. Вот Макс сейчас выходит собирать гемы. Может залететь эта шальная затяжечка. И GG. Надо Макс сейчас быть очень осторожным. Идут я все-таки отхилиться. Видите, Джин идет все-таки пытаться вытянуть Макс. Это будет его сейчас главный приоритет. Рика настреливает там против Гаса стоит. Отис с ультой подходит, поджимает. Уже 8 гемов. Отис с ультой, то есть опять же и Отиса страшно, и Джина страшно, и всех боятся. Да, ну Отис просирает ульту, кстати, убивает. А, нет, Отиса забирают. Слушайте, 8 на 7, 8 на 8. Джин с ультой очень страшно подойти. У Макс ульта дает Отису. Вот была бы с Отиса ульта, было вообще идеально. Было вообще просто идеально. Блин, затягиваю все-таки Отиса. Ё-моё, 9 на 8. Уже контроль полностью сейчас у Зеты. Рика проходит на базу. И 10 на 8. Но все равно еще могут собрать у нас с вами красная команда. Рика, не-не-не. Рика дает ульту. Очень хорошо дает ульту. Все-таки забирают Джина. Забирает 11 гемов, Макс на гаджете ульте убегает. Все-таки ждет еще один гем, забирает на всякий случай Отис и уходит на базу. С этого времени сейчас должен выйти с базы Джин у нас. И Отис промахивается ультой. Карл пытается что-то камбэкать, но 300 хп. А, дает щит. Щит дал. Нет, уже влепит. Щит дал. Ребята, забирают красный косматик гейминг, забирают эти гемы. Я просто в шоке. Какая же игра это? Я просто в ахере. Пипец. Аутсайдеры просто, как же они, да, бля. Я в ахере. Я в ахере. Охренеть. Точка не получилось. Ребят, мы скин по-любому заберем. Ну слушайте, ну просто смотрите, как же эти типы, вот вроде, наверное, типа, вроде никто не знает, за это выиграть. Ну как они потеют? Посмотрите, какие камбэки делали, как они играли. Ну блин, это очень достойно. Это, может, у не получилось очков, но это очень достойно. Это смешно. Да это, не знаю, мне почему-то, я почему-то, вот, не знаю, может, ни одного так, типа, чел говорит, что это смешно, но мне почему-то очень нравится, когда аутсайдеры выигрывают. Типа, не знаю, когда чел, которых не верят, они побеждают. Мне, допустим, очень это прикалывает. Пофиг даже, что очки не получу, но меня это прикалывает. Я не назад питал, Роман, охренеть. Если это сольет, то будет очень позорное зрелище слить. Ну, и что это НН, бро? Но они играли же хорошо, они же не просто так выиграли. Выиграли они не просто так. Is a statistic which goes to show the aggressiveness of Zeta Division 1, but Chazmak were just able to get those clutch steals. Now this is going to be interesting. I've been watching Zeta Division 1. С горячая зона, ребят, горячая зона. Блин, я не знаю, прям такие заряды эмоций от этих каток, ну реально, прям очень круто. У меня прям капец эмоций, честно, прям сейчас так кайф это смотреть, вы не представляете, очень сильно в кайф. Прям жестко. Прям просто жестко. Ух, ладно. Первый пик Бель. Газ. Кстати, я удивлен, что они берут Бель без забаню.
Очень интересно, что они возьмут, потому что там газ, Бель. Слушайте, ну в лигу, по крайней мере, такой не берут тут, но мы посмотрим, что это пойдет сейчас. Отиса забирают. Moya Goku's been on Gus so far, had some fantastic use of the gadget Kuki Popper, right? As soon as that ghost gets generated on, on hit with one of his opponents, he pops it up pretty much straight away. Интересно, кто за это плюс чат? Я говорю, я тоже, блядь, за это, но я буду, блин, я буду очень, ну, я думаю, будет очень круто, если такие челы выиграют за это будет класс. Ну, это дело вам нет, но вообще. В целом. Бесплатную зону. Время очень быстро идет. Ребят, примите по лайку точно не пожалуйста. Кому что, ребят, напомню, знатно, обращайтесь мне в ВК, в Телеграм. Почему вы все же СТМ так ставите? Астемином? Ну, потому что такая сейчас составчик очень сильный. Надо финал выиграть. Это будет угарно. Гавс, Бель. Ну, Гавс уже хотя бы на раскрытие. Пэм. Интересно, очень интересно. А, да, смотрите, забанили Ворона, забанили Бей, забанили Сту, слушайте. То есть, да, Пэм все нормально сделать. То есть и Бель добрали, которые более-менее светкие, можно сказать, ее законтрить. Молодцы. И с Гавсом, мне кажется, блин, ну честно, очень сильный пик у красной команды. Очень сильный пик у красной команды. Добрый скин, да, можешь. Ух, ладно, нормально. This is one of those things that I love about the World Finals because all the other teams are watching to see what everyone else is doing, and maybe now people are starting to realize, have they missed a trick with Carl? Have they forgotten about the aggressive nature of it and what it can do? And hopefully for Zeta, they will flying hook really well like they have been and go. Начала скатка 5 темпом на Карле. Ну не Сату даже, у кого сильнее, хотя нет, слушайте, у Зеты Отис, тут, блин, будет сложно. Тут будет им очень сложно как-то спэм что-то замутить. Ой, вообще не дает ничего делать. Смотрите, какой урон у Отиса. А, ну Сгар что пытается все-таки отзонить. Ну да, сайт темпа заходит. Ребят, сайт нажимать кнопочку. На кнопочку нажимать. Блин, ну никак не идут пройти, просто никак. А, раскрывают газ. Гавс, точнее, ой. И сейчас уже будет чуть-чуть посложнее им. Чуть посложнее, да. С раскрытием все отзонивают и... Ля, ну 50% уже успели с это собрать. Как раз и команда не отступает просто так, раскрывает еще Гавс. Тут не знаю, в принципе, кстати, для кого он лучше делать, потому что там же, блин, Нотис все-таки. Их просто захерачат, как нифиг делать. Но, смотрите, не просто так... Ой, Карл залетает, забирает все-таки. Бель забирает Гавса. Ну, блин, тут не реализовался пик, ребят. Красная команда, как там Отис. Не реализовался. Реализовался там Отис. Хотя, в принципе, еще все может быть. Смотрите, достойно стоят, Бель настреливает. Опять, ну этот долбанный Карл залетает, ему ничего не сделаешь. Он по читам просто, он заходит с гаджета, с ульты, и все, ГГ. Ничего ему не сделаешь, никак, как будто не хотел. Смотрите, даже Гавс даже раскрыл их стеночку, за которую они ульту ставили. Ну, слушайте, неплохо стоят, да, смотрите, до сих пор 34/60. То есть не прям 0.80, да, то есть разница не прям огроменная. Пытаюсь что сделать Гавс. Блин, но не. Ну, тут очень сложно будет что-то сделать. Все, попал по Белли этим ультом, все. Это победа. Ой, крутится, блин, вот спиннер. Эх. Крутится. Hands on hips there for Shitampo. He says, can't believe we're in this situation. We're gonna focus up a little bit here after dropping that second set. That looked pretty dominant. So no take cover, no sandbags for the roughs here. It's actually the нажимаем на кнопочку, ребят, и у меня уже 200 очков. А, кстати, что, не 200 очков? Я нажимаю кнопочку. Блин, дайте мне 200 очков. Я стал 10 очков до пина. Ладно, продолжается каточка. Не, мне кажется, таких эмоций, как в гемах, мало где еще бывает. Таких ни в одном режиме эмоций не бывает. 200, все, ребят, я забрал уже пинчик на Тару.
А что-то мне очень, да? Ну ладно. Заберем еще. А, все, забираем. Давайте заберем его. У меня есть Бравл Старс, все. Так. Отлично. Ну опять же, ну тут, ребят, тут выиграть за тут пик, тут не реализуется нормально пик, когда хотели забрать раз команды и заводится, потому что он всех очень жестко контрит. Вот здесь на сцене. Да, да, наверное, тоже будет. Да. Will keep him low, but that healing station from the Palm is now really starting to get the value it needs, and keeping that distance between themselves and Zeta is going to keep it standing. Tampa going in here, very durable. Again, so much available. I mean, if there's a protected pirouette in the mix, he just cannot be taken down. Another 2 kill for Shatampo. Absolutely filthy. Такое. Disgusting stuff. It really is, and he's just on an absolute tear right now. Chasmak don't know what to do with him, so... Слушайте, очень неплохо. Все-таки сейчас красная команда камбэка. Да слушайте, спэм поставил ульту, дает пройти им. Я вообще удивил сейчас. Я сейчас вообще ничего не говорил, потому что я охренел. Призрак поставил газ, у него вроде уже газ закончили, даже ничего сделать не может. Летать этой Карл, блин, забирает всех. Тут Бель просто очень хорошая штучка дала, но не добила, блин, к сожалению. Моя Гоку, или как его зовут. Блин, очень надеюсь сейчас все-таки выйдет красная команда, сможет как-то забрать. Давайте, блин, давай. ПМК, не, на ПМК кинули, то ничего не сделал. Все, уже сравнялись проценты, Карл забирает, но... Блин, ну с таким пиком, слушайте, уже в такой отрыв уйти очень неплохо с таким пиком. Ну, до сих пор не сдается красная команда, там уже крутится этот долбанный отец. Блин, сейчас просто, смотрите, сейчас карма, чекайте карму. Смотрите карму, не случилось карма, блин. Ну, случится карма. Пинер долбаный. Зета забирает. That map and mode, just for them, it's just like icing on the cake. They welcome it, they really do. Chasmak had a much better game though. We got to hand it to them. They did learn from some of their mistakes. And that is what it takes to beat a team like Zeta Division 1. They've got to hold on to that as well now, because ultimately, you know, they've got to harness it. They've got to remember that they're not invincible. They've already gained a set, but it's not over yet. There's a chance that teams playing against Zeta Division 1 have to start banning the Carl. Protected Pirouette obviously reduces damage taken by 35%, and then the Gus super shield on him makes him... It's like Frank. Yeah, Frank running in there, spinning, just laying about himself there. That is absolutely scary to deal with. And, you know, Shatampa wasn't afraid to run straight at Pam. She was on a healing field, she had Mama Squeeze, didn't matter. Just run in there and find that elimination. Так, ничего, в принципе, не просил, ребят. Но тут еще один забирают за эту катку режим, и все, в принципе, победа уже за ними. Ну, слушайте, очень достойный отпор дается этой красной команды. Я думаю, будет гораздо легче. Ну, по статиканам можно видеть, что команда посильнее будет еще интереснее. И это не все. Мад Аркангел, да. Ну, Мад Аркангел Алекс. Так, такой зайка, да, вообще. Так, чуть-чуть отдохнем. Эти комментаторы. Чем Джейсон люто играет. А я выиграю, чем Джейсон. Так Джейсон уже не играет. Бро. Какой планеты, браво. Так, сейф у нас там, да? Ой, очень люблю эту карту, очень хорошая карта. Очень нравится тут на Белле играть, очень люблю. Блин. Так, вот, в принципе, пикают как раз команда Белль. После Пайпер Белль ты самый лучший пес, после Пайпер. То есть они должны затащить, плюс Атрама еще хорошо на Белле играет, я видел. Должны затащить, посмотрим. Вот еще один чем. Завтра, ребят, завтра в это же время. И послезавтра в это же время финала. Сегодня что, пятница у нас с вами? А, сегодня четверг. А, не, сегодня пятница, нормально. Еще одну катку за это играет. Да, конечно, еще один режим.
have a great deal of utility to get across the lanes with the flying hook, and that's the thing here why it's going to be a great brawler to have as that first pick here for Zeta. Так, нормально. 8-bit, I think, is a wise ban as well. You know, the reload gear really bringing that brawler into a great place. Ultimately, you know, you can gain so much damage potential. Lola can scout those bushes as well. Piper, obviously, you know, with such range, a great thing to eradicate. Those later picks, I think B would be a good shout here, simply in the eventuality for Daryl. You know, Bonnie coming in is not a bad shout as well. And, you know, keeping Кубер, не. Если сейчас выиграют Зета, то все, они забирают 3 режима, и все, они победили. Здесь до 3 режимов идет. Plenty of all-in options here for Zeta Division 1 if they want to go that route. Just sort of rush Нормально. the safe once they find that they have that sort of brawler advantage. Bonnie obviously great in her modality. She's got pretty decent Ну сколько range. кубков? If she wants to, 46 тысяч, get бро. her hands dirty, she can do that pretty comfortably as well. Chasmax so far with a relatively safe-looking draft. I want to see if they look to sort of... О, мне уже ребят выдали значок на аккаунт. Нормально, нормально. Something up in your face. Дэрил, Ема, гребать. It's a pretty early tank pick. Yes, exactly that, and they Что, got Дэрил? that final pick, so I think they've got to pair this with B. I mean, that's just kind of my opinion, but you can get some really great value from Honey Molasses in that mid. It can actually, you know, kind of seep in and then cause a real problem, and it is going to be that. I do love this from Chasmack. It's a great decision. All right, so pretty safe brawlers here for that long range, and then there's always the option for Daryl to get in there and get the job done. So here's the question for Zeta Division 1. Are you thinking much about trying to counter this Daryl? Is that a concern for you? It's got to be a little bit, but Zeta are so aggressive, they might decide just to go aggressive themselves. I mean, Gale wouldn't be the worst of ideas here. Нормально. Ой, опять ужас. Знаешь, имба тут еще стал. If they can make this work, it could go a long way. Yeah, I mean, denying the ability for Daryl to get out of jail as well, especially if he's getting pressured down. With that Обычно вопросы. a pretty good answer. Перерывах между не катками, вообще именно командами. Типа, когда вообще другая команда будет играть, команды. Да, полетели. У меня был перекус, погнали. Kenji flying, hooking straight into that high ground. I do like that. Rama solo already, but the damage gear might help out there. And the juggling of the tasks there between Rama and Daru as well is why... Так, нажимайте допочку, ребят, уже 210 очков. Ой, Дэрила прям сейчас вот отымеет нормально так. И проходит у нас... А, не, слушайте. Уже Отис херачит сейв. Отис уже херачит сейв. Долетает опять Дэрил. Минус чем было... Ой, нормально, Дэрил забрал все-таки Бонни. Но Карл не этому пройти, не дает вообще никак, ни в коем случае. Damage on the save so far. He's been unreal in this match. The damage coming in. Great connection there from Navi on the gadget side. It will bring things down to a little bit more of an even scoreline, but they've got a lot of work to do. They've got to gain that control that they've been lacking so far in this game. It's not going to be a base race against a team like Zeta. You've got to clear up those lanes and you've got to clear up the scraps. Tapo in trouble, no super to get him out of danger, and now we're going to make the approach towards the safe. Блин, ну нормально так, еще сек. Ну блин, тут... Не знаю, мне кажется из-за Дэрила, блин. Ну чем было брать Дэрила, я не понимаю. Типа так рисковали на чемпионате мира. Очень сложно, ребят, сейчас очень сложно. Нихуя пик из-за Дэрила очень страдает. Это как его? Как называется, я забыл. Матчпоинт, ребят. Матчпоинт. Одну катку выиграл Z, и все, они прошли следующий этап. Нажимайте на кнопочку, ребят, не забывайте. 220 очков уже у меня, 220, нормально так нафармил. Фармилочка работает. Ну да. Продавливают полностью их, еще и Отис успел метку кинуть. Карл просто убегает от Дэрила и уходит на другой фланг.
Да, конечно, такое печальненько немножко развитие событий. Всё. Ой-ой-ой. Очень хорошо с темпом. Боже, как же он мансит. Боже мой, как же он мансит. Залетает на Дэрил, но не убивает его. Слушайте, а сейчас там Дэрил хил, сейчас может быть залетик неплохой, слушайте. Сейчас может быть, ну, ульта Отиса, ё-моё, это хреново. Он не залетит. Ну, он залетает, но все. Это... Ну, блин, зачем было Бродерил? Я не понимаю, честно. Обидно, очень обидно. Блин, очень обидно. Ну, могла быть поинтереснее игра просто. Крутится этот Гера уже. Мне кажется, зря он крутится, очень зря. А зачем он крутился, не понял. Ну ладно. Видная игра, да-да-да. Out in the open there, no chance to get back to his side of the map. It is a slim lead for Zeta Division 1, but a lead all the same. Rama getting the better of this lane assignment. Moya Goku really would prefer to deal with Naui. He needs to not get too close to that safe. The damage is bouncing, and now he goes in, pushing on the right hand side. He finds two. Да. Ребят, прикинь, на официальном твиче Бравл на твиче где-то 200-300 тысяч онлайн. Моя. Нормально, да. Нормально, 200-300 тысяч онлайн, охренеть. Ну все, тут уже никак. And Moya Goku approaches through the mid. We're down to 10 seconds, but Shitapo's down. Rama picks up the kill on the left-hand side, allowing him to get damage now. It's not enough time in field for Zeta Division. Shazmak with a lifeline. Great stuff from them, and they learned from their previous mistakes. Yep. Shazmak Gaming EU refused to go home out like that. No? Hanging on there. Some lane swaps there, trying to get sort of slightly better matchups. And you see, as soon as Daryl doesn't have to go up against the Otis, he's able to find these double eliminations there and start to close the gap. Great stuff, honestly. Карл долбоёб. It's so close. Чё Карл долбоёб? Imagine if we go to the fifth and final set on this one. I would love for nothing more to kick us off, but kicking us off in terms of damage so far, Moya Goku in that mid, and that was the very man that in that first round, he was the one that got it down to 50% early on. Shazmak cannot afford at this stage to get back into those bad habits. Nice work by Rama, helping Naui out there as against that Division 1. Try and double team the Daryl. It doesn't work out this time. But that respect Moya Goku. Карл топ, монеты забери. А, да, монетки. Все, спасибо. Еще дран, да я понял, я что-то протупил. Ладно, все, полетели стрелять. Не, просто не знаю, так сложно на три фланга одновременно смотреть, не все летают между флангами, реально очень сложно наблюдать. Очень сложно как-то говорить тут. Блин, слушайте, но... Нету ульты все-таки. Дай покушать приятным птицей попить. Приятным птицей можно, приятным птицей. Нормально. Ой, хорошо. Ой, тихо. Подай. Preempted from now. He wasn't quite close enough to get the most value out of his shots there, and he ends up falling before he gets to the safe. Блин, я мой охренеть. Вы офигеть, там дамажится темпа их сейф. Ё-мо, очень сильно, там такой дамаг, охренеть. Всех трех челов показывают. Бля, все друг друга сейфа дамажат. Ну все, ну тут ничего не сделает. Вообще ничего. Блин, это очень сложно. Все, тут один залет кого-то, чего-то. Не, все, ну. Не, как бы не стараемся тут уже. Зета, ребят, выиграют. Первый победитель сегодня Зета. Chazmak Gaming EU, the number 6 seed from EMEA, shocks out of Division 1, sneaking away with one of those sets and refusing to back down. You love to see that. Already a big test for Zeta Division 1 at the start of the World Finals arc.
Мощно. Вот сейчас будут где-то вопросики. И MVP. Здесь будут MVP. 3-1. Ребят, наш прогноз был, нам дают 125 очков. 125. То есть у нас уже 355 с вами. 355. И нам дают 25 удвоителей. Жестко, жестко. 25 удвоителей. Это мощно. Again, Maya Goku, of course, Sitampo, a lot of damage being dealt in a round like that, of course, as it is constant fighting. But it's that adaptation made by Zeta Division 1, right? We double down on that right side lane. We try and make it so Daryl can never get close enough to get that insta-kill or to find those early eliminations. Very, very hard for Chasmat to get value out of their pick, although we love it. We love to see that. It gives you great all-in potential. And that last round, Если не беспокоить, поставим им зарядочку его. just all-inning, just going straight down that right side lane and getting a ton of early damage. Very respectable showing here from Chasmat Gaming EU, but sadly, their run ends here. Так. Sadly so. I mean, again, I don't feel like people... То есть что? А, забрать. Ребят, походу MVP не будет. Походу MVP не будет. Сразу же появится. MVP походу не будет. You know, you don't see matches like that normally when the seeds are so far apart. I think they did tremendously well. Zeta Division 1, though, again, just kept the pressure on. You know, they forced the decision making from Chazmak. They just kept going and doubling down those. Пятого раунда не будет. То есть, не, пятого раунда тут не будет уже. So how was your prediction? Did you go Куда well? уже пятый раунд? All were correct on ours. You can head over to event.brawlstars.com and make your Ладно, давайте пока вырубим. Через 5 минут следующая команда начнет играть. Так. Раз к перерыву сейчас помажу с донатами. Очень нужно помощь с нейшенами. Так. Ну что, ребят, видим сетку. Все, прорвалась это в следующий этап. Отлично, в принципе. Помогаем пока с донейшенами. Можете смотреть, ребят, сеточку сейчас. И через 4 минутки начнут играть реплай тотем против Ватры. Тут вообще будет очень интересно, на самом деле, потому что, видите, все ведущие увидел за Ватру голосуют. Там Кубик проголосовал за Ватру, а большинство за тотем. Я тоже за тотем проголосовал. Тут будет реально... О, вот Gaming Mod did Vatra Gaming do the best thing. Ребят, кто угадал уже? Кто нажал? Скажите, пожалуйста, какой это? Хейст? Вроде Хейст. Кодзон, блин. Печально. Печально. Не получим, ребят, мы 40 очков. Ну, уже, видите, уже не золотая. Ну, что можете смотреть, как я ответил, не допустить моих ошибок. Сейчас. Ну, пока поможем дальше нами. Блин, обидно, что не нажал я. Правильно. Блин, MVP нет, понимаете, очень... Сегодня никто не заберет, ребята, ТАРУ, так как нет MVP. Ее сегодня никто не заберет. Слышь, что у меня есть второй ак. Спасибо, что показал, у кого больше процентов. Не за что. Так. Помогаем, ребят, пока с донатами на акс. Ребят, конечно, нужно помочь с донатиком. Официальный влюб лично от меня. Помогаю вот прямо сейчас вот подписчику. Вот. Кто также хочет свой аккаунт, пишите мне в ВК, в Телеграм. Лично вам помогу. 80 гневов он попросил. Что так медленно проголосовал? Думал, но передумал. Заберет Аву? Окей. Заберет Ватру. Там заберет Ватру. Так, найс.
ответили. Помогаю, знаешь, ребят, подписчикам. Кому что надо, обращайтесь. Так, а где Маури? О, показ команд. Давайте, показ команды. Реплай to time, Ватра Гейминг. Бля, мне кажется, музыка СП. Давайте пока лучше время так. Маури, не знаю, может быть Маури... Их там 4 вроде в команде, или 3. Сколько там в команде? Тотемщиков. Тотемщиков этих. Может, не хватит понтов все правильные. Мне кажется, сегодня никто не заберет ТАРУ. Если нет там випит, сегодня физически никто не заберет. Хотя, не знаю, посмотрим, сколько у меня будет в конце, сколько у вас будет в конце. Видите, считайте, если бы я ответил этот вопрос, мы бы зафармили еще 400. Хотя, да, смотрите, мы 400 фарманули. Ну, минус 80. Смотрите, то есть мы с вами по фулу фарманули 400 очков. 405 бы фарманули, если бы я ответил на этот вопрос правильно, да? Минус 80, это 325. То есть с каждой так по 325, да, в принципе, можно забрать, Сейчас все правильно отвечать. Если все правильно предикты, можете сегодня забрать. Так, ладно. Сейчас начнутся. Раз мне кажется, все это сапен так не хочется капец агрести. Это все, вы не представляете, как сильно не хочется. Почему я не могу пин забрать? То есть, ну привет на аккаунте. Я не замочек. Это баг. Баг. Он отобразится. Ultimately, I've loved to watch both of the two teams' journeys throughout this year. This it's such a great example of growth, and that is something that, you know, coming into the World Finals is such a great thing to have. But in that same respect, Reply Totem's final few months, they weren't their greatest, honestly. You know, they're kind of performance questionable somewhat. Yeah, a little bit, you know, losing to SK, you know, in the October or the September monthly finals rather. Где Маури? Блин, я не знаю, ребята. А как он выглядит? Это не он? Вот это слева? Да? Again, we saw an experimental draft from this Reply Totem team. So when Chasmac benefited from the change to the draft system, Reply Totem actually believed that they didn't benefit from it. In fact, they had to adapt because they were a team that liked to come out of the gates with really unpredictable compositions. Weird brawlers, ones you don't expect. Now when your pick and ban is a bit more telegraphed, it's a bit more of a, it's easier to get a read on your opponent before the game started. So this team had to adapt. Bringing in Joker was a big difference maker for this team. Not only is he incredibly mechanically gifted player, but he really pitched in on the strategic and the drafting side. He and Inso Просто уже прошла его, но забрать не могу, надеюсь, нормально. Да, да, это баги. Это Маури. 89 за тайм, кстати. На 2% больше. Меньше, точнее, чем за Зету. Это был 91. Those that predicted them anyway. I know you and I are just feeling like Vatra's got something special, something we haven't seen, maybe a bit of an X factor. And can I be honest with you? I think Reply Totem looked a little bit nervous last couple of days. Там на выложили ролик, все. Get to see, isn't it? It's a great thing to be here for that very reason. We get to see how the teams are. And Reply Totem have been very reserved, very calm. That could go for them, or it could go against them. Vatra have been the exact opposite, again, as one of the more charismatic teams in the BSC. Yes. Very big personalities. Pulling pranks. I think, like, you look at Bobby's tweet, I think it was like, yeah, one Carlos or one of the players was like knocking on Bobby's door at 7 a.m. Англичане, да, бро. Англичане. Все, ребят, сейчас начнутся каточки. Интересные каточки. Блин, здесь гемы будут. Помните, на гемах было интересно. В гемах было интересно. Ладно, ну что, где у нас тут? О, кстати.
That's dedication for you, isn't it? You know, work never stops, and ultimately you've got to, make the most of every opportunity. Yeah, exactly. And there are a lot of screaming kids around here in Disneyland Paris, I can assure you. So definitely not the most calm of environments for them to be able to perform under. So Inso, again, sort of relying on some of our conversations with them. This one actually came up in an interview. Shout out to Lucas PS who put the magazine together for the World Finals. So big shout out to you. Inso says he thinks that the winner, this is getting ahead of himself. He says the winner of Reply Totem versus Zeta Division 1 will win Worlds. That's obviously assuming that Reply Totem advance past this match, which I think is a big leap to take, but he really thinks that side of the bracket, this first 4 games has some of the top teams in there. I'm so О, все, пошла жара. Yeah, layer cake and bounty is where it's going to go down. But in that same idea, I've got to bring it back around to October. This was the map that led Bax versus Reply Totem into the third set. So this is definitely going to bring back some memories. It was such a clutch finale, and it brought things enough time back in for Bax to get that comeback. So they've got to shake that one off. And that was a crazy game down to the final seconds where 15 stars changed hands here. Let's talk hands. Полетели, ребят, карта на распрямку. Кремовый торт. Вперед, вперед. We haven't seen any of Buster today despite being banned, but Vatra feel like it is definitely a worthy one to ban here. I for one agree. Max again, a great aggressive idea that Reply Totem would normally like to implement themselves. Getting that one eradicated, getting Poco eradicated, I do feel that is the right approach. Penny as well can get a lot of value from that turret for Vatra. They don't want to deal with that. This is such a classic pick for Layer Cake. I feel like we see the tick come in here pretty much all the time. I like the idea of also taking Janna off the table, right? Really safe, really sort of, middle of the road kind of brawl. Again, when you get pressured and you've got a lot of the stars, you can just get out there and get back to sort of safety. It's also the kind of reason why Piper is valued here as well. Pinch, popping gets you out of trouble. And that's why Я понял. Speaking of the devil, great stuff. I mean, that is a scary one because Piper in the North America and Latin North region really is a common one to have, and Tick very susceptible to that same idea. So I think that is a great way to start, honestly. Again, now in a bit of a troublesome position because they can't then break open the map. Мам, меня так бесит этот звук, вот эта песня, такой громко, так в уши бьет. Даже так комментатор, какая-то музыка. Пора. Подбор раздражающая какая-то. Ящая. Pick from Juan Carlos. Well, like we saw previously, in that last matchup with Zeta and Chazmak, the Otis was a great counter. So I like what Vatra have done by picking Otis first. It's not giving much away, and then seeing what they're up against. This could be the very brawler, which is going to keep Reply Totem in that back spawn area. Sure, you can feed a lot of value into Mari, so he has magic hand, but you can just work your way forward. Заберем. All right, ladies and gentlemen, Reply Totem versus Vatra Gaming starts now, and Joker's already snapped himself up the blue star. Тем Джокер на Карле, Маури, ребят, на Джине и Мару на Тике. Ватра никто не знает, просто будем говорить Ватра. Нажимаем на кнопки, ребят, не забывайте. Не забывайте. Затянули Дэрила и убили. 5-4 тотем пока тащит. Но там Пайпер сейчас не раскроет карту. И уже будет очень-очень сложный тикум. Карл заберет Дэрила. Дэрил что-то слишком поспешил с этой ультой. Их за стеночку просто докидывают. Сейчас, в принципе, переть не надо. Вот Тики, верно, будут его отыгрывать. Думаю, Мару шарит. Накидывают ульту. Ее ломают.
7-7. Ой, камбэк, ребят, Ватра забирает Мару. Ой, залетает Карл сразу, ульту, сразу, просто авталь. Харю. Харю сразу. Ой, пытается залететь Дэрил. Кстати, очень неплохой залетик мог быть. Маури хочет затянуть, у него 30 хп. Не сильно, блин, зачем был гаджет? Слушайте, 12-10. Залетает Дэрил. А, ну если даже он умрет, он понимает, что они все равно выиграют. Это только время засейвит. Блин, 3 секунды, очень плотно. Ой, все. А, нет! Соти, а кто выиграл? А, Ватра выиграл, у них синяя. Ватра выиграл, у них синяя. Ватра почти везде выиграла. Слава богу, музыки нет. Блин, я слава тебе, Господи. Let's see now how this one fares. The bat splatter early on, allowing RBM now to push forwards for the right. The takedown from Maru is there as well. This is going to give Battery even more time to get themselves set up here. RBM always going to так, такие долы. Так, нажимаем на кнопочку опять, 385, ребят. Так, Джокер, что Джокер там? 2-1 опять, ребята, что-то Ватра сейчас побеждает. Не увидел, кого кильнули. Летает Дэрил, но это было прям очень... Да ну, да блин, все на лоу, никого не добрали, блин, очень обидно. Бля, очень обидно. Кильнули-то Дэрил, а никого не забрали. Бля, он так обидно. Джокер забирает Пайпер. Блин, он начинался так красиво, реально. Гадж подрубил тик, уже минус гаджет, в принципе. Дэрил забайтил, либо же... Ой, все, минус Дэрил. 4 звезды у Карла. Надо забрать Карла, и уже будет очень неплохо. Ну 40 хп у Тика очень жестко хилится. Гаджеты, там все, что хочешь. Гаджеты Джина, гаджеты Тика, щиты, блин, хилы, блин. Гадж дает Отис, зонит очень жестко. Ударила опять ульта ударила. Но Тик не дает ему подойти с фулл хп. Все время его чуть так подбивает. Джин копит ульту, то сейчас ульта у Джина это плюс контроль. Бля, ну Отис ульта. Блин, очень сейчас опасно. У Тика ульта. Он копит специально, когда подлетит Дэрил. Вот сейчас ставит ИГГ уже Дэрилу. Блин, Дэрил убивает. Все, ну тут... Да ну... А, не, все, идем. Забирает УТВ. Starting to get their pace and time their runs. We saw Joker there just really going in with the flying hook at just the right times with no Piper Super to be able to jump away, and that's what you've got to do. You've got to look for those moments of weakness in your opposition. Scary how durable Joker is compared to RBM. When that fight actually happens, it's pretty hard to get rid of the Carl, and Carl gets damaged while having that extra durability. Это забери. А, монетки. А я нажал во второй катке, ребята, во второй катке нажал. Напоминайте мне кнопочку, пожалуйста, ребята, напоминайте про кнопочку. Я второй катки забрал. Короче, ладно, начинает третья катка, опять, блин, блидирует тотем в самом начале. Ой, забирай. Ну, блин, да блин. Да, мне так... Ай. Чуть-чуть оставалось, чуть-чуть, блин. 0-0 Ватры, блин, и там все в уголочке зажались. Блять, ему этого Тика не могли добрать, так долго, так... Эх. Ух, очень опасно. Ой-ой-ой, залетает Дэрил, но он... Не, минус Карл, там должны минусуть Карл. Ну, минусуйте Джокера. Тика. Ну почему никого не минусуют? Все уходят, все убегают куда-то. Ой-ой-ой, Дэрилу очень сейчас худо будет. Дэрилу, да, как Дэрилу. 10-2, пока еще ни одного килла... Только один килл точно сделала Ватра. Блин, очень опасно, очень опасно. Точнее, вот непонятно, что будет. Вроде всех ульт, Отиса ульта. Дэрил ульта, все, забирает Папер. Не, ну тут, ребята, тем прям жесткий контроль. Очень жесткий контроль.
Я еще и затягиваю там. Да, ну все, это GG, ребята, это GG. Тотемы забирают у нас с вами. Наград спинку. Аперкровый играет. Ну? Прям Clash Mini вышел глобально на время, блин, жестко. На, мне говорили, Саша. Part of that though was that the number of stars that were available in that final push. Batra could have got a steal. It could have been a tie yet again. That blue star surely would have been in their pocket of the back of it, but this is what I love about Reply Totem. You know, первый забирает, ребят, тотемы. 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 Beautiful transactions there. Ладно. Первые 2 секундочки отойду. Отойду? Сейчас, я каточку подойду, сейчас я буду. Сек. Так, все, я тут. Да, полетели. Где вебочку? А давайте, может, вебку чуть повыше поставлю. О, нормально. Такс. У нас следующий, ребята, режим — это сейф. Это сейф. Кстати, карта тоже очень нравится в лиге, кайфовая такая. An early draft of roughs for Vatra, and I like that. You know, in safe zone, we see a lot of long-range, slow, kind of aggressive lanes and mids. So having roughs to be able to bring in the supply drops in over time, the longer the match goes on, the stronger. Громкость Макса тебя еле слышно стало. Не, все нормально. Great idea as well, because Reply Totem really love to bring in buzz here in safe zone. 8-bit coming in for Reply Totem. So those quad barrel stacks in the middle part of the map are actually pretty important to get rid of, because it allows mid laners to assist with the side lane matchups a lot of the time. So Pain might look to try and remove those fairly early, or at least the one on Vatra's side of the map. Okay, our first Griff of the day getting picked up here by Maru. Так, пики. Бит. Блин, бит и гриф, но рискован, мне кажется, пик тут. Разве не хорош? При этом еда. Нормально. Utilize that shore for a bit of defensive capability, but ultimately, as an 8-bit, without that, you're pretty slow and sluggish. Really enjoying this draft from both sides so far, actually. Nothing too wacky here, just some very solid, very dependable, serviceable. Ну, чуть-чуть посчитаем. Моего друга 145, как так? Не может быть. 145. Если он ответил тот вопрос правильно. Это, по сути, максимум 450 примерно. Ну, нереально столько много. Только много нереально. Только много Unreal, блин. О, Бонни, блин, как классно они делают 3 ТТМ, пикут, Бонни. Круто они все это сделали.
Да, мне тоже as well кажется. picked Да, up. да не разбор, Shitaka так was можно able сказать. to, use her to harass the site Так. pretty safely. The range is quite Собрали награду. impressive. Сеточку, ребят, еще раз, кому интересно, показываем. Then when, you Сегодня can играют dive эти in all первые the safe to верхние really start to сеточку. break it down. Получается сейчас Shitaka Рейд especially потом shows some Милан flashy Клэш moments Стамина, on потом So you got what you wanted. You got a little bit Стал more Вард range и here Спас with this против composition. Тинквест, а потом How do you Нижний feel they 4. stack А, up? полетели смотреть. I think it's be quite close. I think Что that там if музыка Patrick спор играет? just Ну keep что сказать? Reply Totem away from their safe Так, spawn site поехали. in their Бит на favor, миду против that's Бель. gonna be Очень the сложно key. будет Ultimately, биту. having that 8-bit, Хотя, they смотрите, really can не gain очень-то и so сложно. much Бонни damage. подавливают и With that забирают damage Белль. И boost, тут even бит that уже damage проходит gear, просто как and король. extra credits Лола for все же Safe gonna не be дает. А, не, Лол so тоже much дает. В damage, принципе, все and they хорошо cannot там. afford that. And Murray Лола instantly opens up открывает the двери. right-hand side of the map. А я да, собираем мид 405. Все, ребят, я уже забираю, получается... Murray here, scary Старпоинты. prospect, slow but pretty durable as far as hard hitters go. Нормально. And there's that first stack destroyed here. Opens up the mid now Оп. for Payne to assist. Проходит АТ, продавливает потихонечку, уже 3% тем временем не Really спит. laying into Pain. Это не But спит. with the cover down, it is going to 100%. expose the damage booster on the Есть у aggressive них. side of things. Уже бит поставил свою турель, и это неплохо продавливает. Давайте берем. Неплохо уже продавливают они так. Ну, раскрывает Гавс, и уже не так сладко стоять там бой. Это Гавс просто семчик до данности нормально поджимает. Но он собирает бита, в принципе, да, тоже логично, потому что Белль должна его контрить. Дает меточку на Бонни, тут уже бой не так сладко становится. Выбирает ее Гавс и проходит. Гавс сейчас пройдет. И если Гавс сейчас будет за те стеночки, а у ТТ нет раскрытия вообще. А, есть гриф, я тупанул. Сейчас Гавс там зайдет и ГГ. А не знаю, что он туда не заходит. Что не заходит туда, в эту территорию? О, дамаж, молодец, молодец. Но в эту территорию влево не спешит заходить. О, Деф, вот все-таки, ребята, Ватра, тотем. Лола там стоит, держится, не умирает. Хотя у Грифа это долбанный хил, как 2 секунды, блин, 50, точно 50 сейчас Старка сейчас. А там так неплохо тотем уже носит дамага, я хочу сказать. Лола выходит, сейчас заберет ее, думаю, Бонни, да, нужно забрать, и заберет Грифа. Хотя нет, Гриф сейчас там будет, сволочь, бегать. Сюда. Ой, а там что происходит? Там Гавс, там Белль, раскрывает стеночку все-таки Гавс, чтобы Грифу там не было так сладко. Ну и забирают не Грифа уже. 40% на сейфе у тотема, и 40% на сейфе у Ватры. 37%, 34%. Там тоже Белль дают такие, 33-34%, очень близко катка. Очень близко катка, но пока все-таки у тотем меньше. Надо хоть какой-то минимальный сейчас урон внести, но тотем все-таки давит. Блин, все, GG. Ничья. Охренеть. Это сюда. But it doesn't go anywhere. It's back to the beginning. But it just goes to show how close these two teams really are. Now, you've done this a while, Ark. You know, some would consider you a veteran, grizzled veteran, perhaps. You know what I mean? Not like myself in other ways. How often do you see this? How often do you see a draw on heist? At that kind of stage, so rare. It really is. You can get a draw at 0% to 0%. Нажимаем, ребят, кнопочку. А что мне здесь понятно? Ладно. Очень. Ну, видно, реально. Вот чувствуется, что мировой финал, да? Чувствуется, что мировой финал. Ну, вот реально. Так, ладно. Опять же, Гавс потихонечку начинает раскрывать, берет усилитель себе. Пока, конечно, уже 3% урона, интересно. Nestec still there on the map. There's a great takedown there between RBM and Payne. They're really starting to make this work. A much better start here for Vatra. Hard to win a 2v3 when one of the enemy side laners can collapse and make it a 2v1 in that part of the map. So Reply Totem just struggling, not being at full strength for the first sort of 30 seconds of the round. Блин, сложно. Ой-ой-ой, забирает Джокер все-таки Лолу и продавливает. Сейчас Маури хочет по сейфу дать ультой. 94% уже на сейфе у Ватры, но у ТТМов, ребята, поменьше. Гавс раскрывает фланг Лолы. Подожди, а для кого он раскрыл фланг? Кому он раскрыл? Тебе? А, не, Лоли, я раскрыл фланг Лоли, еще дать ей бустик. Это Лола не спешит брать этот буст. Заберут Грифа, прямо заберут. И тут уже... Ой, биточный буст сложно, так как у Лолы буст. И сейчас нельзя умереть, потому что если она умрет, буст, считайте, просто вниз. Да, то есть Лоли надо жить как можно больше. Опка, я нажимаю, мне ничего не дает сейчас. RBM gets a nice licking there on Mari. It's going to slow him down as Joker trying to command some presence in the mid. There's been a lane switch.
And Juan Carlos has been doing work. Everyone is souped Опа. up as a result of those supply drops now, and this is why we're seeing some swifter takedowns as Reply Totem struggling just a little bit. And if they go down in this mid, it's going to be more damage for 388. Vatra and placing them on Блин, the ну, back foot. ой, еще поднанесли там урон, гриф. Понял, кто тут еще урон нанес, тотем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бит очень жестко задамажил, очень жестко. Да. Хотя стойте, идет гав дамажит. Beautiful staggering, isn't it? But can Juan Не, Carlos не, do не, this? совсем. It's body blocking there for days from Reply Это Totem. темп. Are unable to hang on. Темп. They will take the first game. But what a close one. It was honestly, for me, from Reply Totem there, genius. The way they slowly stagger towards the safe mid, they were just constantly keeping Vatra, having to defend the situation. They couldn't go on the aggressive. Yeah, really safe approach to that round there. You kind of thought that Mari was looking to apply pressure with the 8-bit there by throwing that damage amp forward, but he actually sort of backs off and Кнопка Joker's all нажми, in gives them the buffer they need to win the round. О, все. Well, Блин, куда ты пропал, down there for Pain Кнопка. early on. Looking to get that set У up нас есть again, кнопка to или get только у меня the так? most amount of value from the roughs. Reply Totem as well. О, кнопка Slow and появилась, steady, найс, and кнопка. You can Кстати, afford to do 415 that очков on a есть map уже. like safe zone. Just keep your Так, distance. ну что try там to на get some миду? utility down until you get that Bonnie super to be able to go in aggressively there. Reply Totem though are getting a bit close for comfort towards their site. Joker making maximum use of that cover, but that will now no longer be available to him. Nestek right there in the middle. Блин, нормально, нормально. Be careful of approaching and Бит накопил уже ульт. RBM. Но Лола там уже с ультой все-таки поем уже. Ну, должны сейчас жестко ватер подвить. Сейчас, ну, по логике все протяжи очень жестко должны подвить и хороший урон нанести. Что-то не знаю, что-то подвили хрен. Not going to be able to secure it. Mari now spawning back in. Pain low and goes down, making it that 3 versus 2 that they were dreading. Vatra unable to take advantage of Maori being out of the game for a while. And now this might come back to hurt them. But Megalovania popped again and RBM pressuring that safe down. A lovely salvo of damage. While Maori's trying to go to the side lane, he's getting pressured by that bell constantly. And Juan Carlos collapses there. Опять 91-92. Я в шоке, как это все близко. Очень близко. Очень все потери, очень все собрано. The scoreline is always so close Lola. for these two teams on this particular map. Lola Joker though has got to перенервничала. go back here and heal up accordingly as the another supply drop coming down now. 2 out of the 3 on the side of Vatra. Soups up as the 42nd minute approaches. Joker here. Лола должна контрить грифа, должна по дальности по всему. He's really tapping on this bell. Now, Mari limited opportunities to protect the damage booster here. Убила Белль опять. Being able to find Joker now, and you can collapse on Maru, who's in a lot of danger. Reply Totem need to find a way to make up this deficit. We might be going to a decider here. Reply Totem need to maybe consider an all-in play. They need this mid-control. See, Vatra, I like the way they came back there. They can afford to. They've got the lead, but they've got to defend this. They can't drop the ball here. The jumping from Joker is there. And he does survive it. 2 versus 3. Блин, опять сейчас в конце... Да, опять в конце задамажу. Нет! It's gonna be so close. Опять! Да ну нафиг! No way, it can't. Да ну... It can't, surely. Mari coming in. That's the damage he needs. Reply Totem take the set in spectacular fashion. Well, we said it. They might have to consider an all-in at the end of that round, and an all-in is what they do. It's going to be the dive in there from body to start it up. Joker wants to get there. He actually walks into a nest egg, gets slowed up, and he's caught out in the open with no range available to him. But it's Mari saving the day, walks on up there with 8-bit, plants himself down and says, that's safe, belongs to me. So exciting, isn't it? It really is. Just the micro plays with Reply Totem, and so calm in that respect at the same time. I think it goes to show again just their level of professionalism. There's not in that headspace where they're panicking. It's just collected and so controlled in their approach. Very close stuff, very much indeed, but Vatra just coming a little bit behind, and that, again, from Reply Totem just goes to show how well they fare in this matchup. Again, I think, this was really foreshadowed by both coaches coming into this game saying, we think we're like each other's mirror image. You know what I mean? Like from different regions across, across the Atlantic Ocean, we really feel like we have the same style. But look at this, by the way. Everyone's trying to body block from Mari's damage, but he just gets enough there with the last couple of seconds of the round. I mean, you can't write this stuff, ladies and gentlemen. That was absolutely stunning, and yeah. Look at the amount of damage, by the way, the Vatra are able to do by comparison, and still, they drop the set. It's the power of roughs, honestly, and, look at that. It really does go to show how well Reply Totem did under that much pressure, doesn't it?
I mean, it was such a tough moment at the end there because it was a draw until that trickle of damage came in, and you've got to then body block every single shot. You don't have much space to breathe, and it was just a bit too much for Vatra. It's been said at the start of the game, Vatra Gaming potentially the most successful NA and LATAM North team in the second half of the season are now staring down the barrel of an early exit from our World Finals. No more second chances for this team. This set must belong to them, otherwise it's all over. Yeah, it's now or never for Vatra. Well, at least now until next year. They've got to start to get the momentum in this series under their belt, but the reply of Reply Totem really was that to be marveled at. Obviously a very fast-paced game, therefore you've got to consider a lot of brawlers that can really wrap and tie things up very quickly. I want to see that max ban, and I am going to see it from Reply Totem, and the Gale ban as well from Vatra, so far, so good for me. Snap pick the Gene straight away. Vatra want to make sure that they have the ability, of course, to get a brawler advantage and start to push up the field here. B going to be picked up now on the side of Joker, and Pinhole Punt, of course, is going to be our map here. Crow. Crow берут, Crow, Ворона. But I mean, again, having that slowing toxin, it's going to pair really, really nicely with B and just ensure those amplified shots just keep trickling in. Now, this is a tankier map. They've got the Gale ban in play on the side of Vatra. It would be the right time to bring something in, but the Ash ban there from Reply Totem is securing, therefore, out of the mix, the one that they feared the most. It does still have some options, though. Carl going to come in, and we've seen a lot of that particular brawler today. I mean, he is just absolutely insane, especially when it comes to the old go aggressive strategy. Penny here coming in. So we've actually seen her ban a couple of times, but now Vatra decide it's time to go for it. Yeah, and the pairing again between the G ну пики Джин, Карл, Пейн, блин, не знаю, как для этой карты в ББ, но мне кажется, тут это тема. Гарас, я не знаю, как будто Ватра взяли пик для геймплея. Так это. I've not really seen them run this before in Pinhole Punt. О, не, ну все. Ну это GG, все, это GG. Это GG, ну тут все. Ну нет урона. А что они будут делать там? Да все, нет, это слив. Скажите, быстрый рогатки будут. Если тут Ватра что-то, ну блин, это очень проигрышный пик. Тот нельзя, да? A great push going forwards in Brawl Ball. It's a real menace. It's had obviously a recent nerf, but it's still in a very good place. Remember, Buster charges super by staying close to teammates, so expect that to be a factor here. But Joker gets absolutely smashed early on the round. Maru's just going to clean up though, and he swoops on in. Mari finds then Juan Carlos, and the salty barrel is down, but he's just continuing to tap. It's really great awareness, the slow connections as well. Oh my word, Maori, you've excelled yourself, boy. Oh my goodness, RBM just able to scoop the ball up. Not a great start for Vatra. They've got to settle themselves here. Maybe not expecting to see the Buster at this point in the game, but they need to have a plan to deal with it now. You don't shoot at the montage. Yeah, you've got to try to get from the side there, but the pressure is really mounting in this position. Payne, though, and misses the magic hand. That was the real saving grace that they had in this position. But now, the Penny turret coming down, it's going to slow the pace a little bit and allow them to just kind of reset. Maybe the jitters starting to get to Vatra there, of course, as that gene pool would have been absolutely monumental for them here. Maru again, montage, it's going to be a sweep in for Joker. He tries to go for the all-in. Instantly, though, disintegrates. Монету забрали. Монета, давайте прям монету. Ну слушайте, держится Ватра на последних просто издыханиях. Очень держится. And now starting to move down the right-hand side, bringing the ball forward slowly. They got out of that situation really quite well. Reply Totem had the map control, but they can't convert it into a goal. So that's definitely going to be at the top of their to-do list now as they approach. Maru just flattens RBM there. Maori also trying to peek in from the left-hand side. That's a magic hand connection, and Vatra now can start to work. Yeah, that's great from Payne. He needs to keep doing that consistently so, and will really start to deflate a lot of this aggressive nature of Бля, я в шоке, как я честно реально в ахере, как сейчас держится Ватра. Насколько они сейчас именно держатся. Именно не то, что не играют, не тащат, но держатся. They don't have any real terrain destruction ability here. That definitely might hurt them. They have to score a goal via more conventional means here. Definitely looking for an absolute team wipe before they can advance. Oh, that could be dangerous. All right. Maru falls back. Tailspin there from RBM. Knows he has the durability. Honey Molasses thrown down, and Mari's good on the conversion.
Maori is playing a great game, honestly. And in overtime as well, he's going to thrive. That's the problem. And he just keeps connecting these shots. Payne has to go back now, but low HP means that he's going to have to reconsider it a little bit. All right, some of the map getting opened up a little bit more now, but it's Mari v Juan Carlos. Mari not in a position, rather, to do much with the ball. You're not going to walk it in. No! What? What, Mauri? Are you kidding? No salty barrel. You've got to consider saving some of that utility, but that was why Reply Totem kept that 245, control for such a 245. Не, у long меня time. 425, It just ребят. meant that Значит, it's напишите в чат, dwindled сколько у down вас slowly очков. but surely, and now Блин, ну, Vatra в принципе, are in a просто, ребят, world of очевидно, hurt. что выиграют эту тему. Тут, да, тут не, знаете, нет такого, когда играли, допустим, Зета против той команды красной. Нет, такого нет. Да, ну, да. Нет. Не, есть гол, есть гол. Есть гол. It's exactly the response you need under the circumstances. You know, the pressure could not be higher here. Against the match point, you've got to start to get that early goal. And, you know, they've shown and demonstrated already that they can defend these moments. So, a great start for them. They've got to maintain it. Да, охренеть. Trade to start the fight there. It's going to be Joker yoinked out of formation. Iron high from Mari, hoping to line up Juan Carlos. Having some difficulty zeroing in on that penny. And get Я вахер, если не выиграю. Ну, тут просто продавлят этот персонал. Coming out, and that will, again, slow the pace just a little bit. But the positioning there from Vatra was great, honestly, just working those sides. Очень, очень интересно. А, кнопку, ребята, знаете кнопочку? Напоминайте сейчас кнопочки. Payne is very much aware. Mari low is starting to develop here. Payne can get forwards. Joker knows this and goes in therefore aggressively. I love that play from Joker. It deflated so much of that situation that was starting to occur. Mari having used utility belt earlier on there as the map being opened up more. Means that he's a bit vulnerable at times. Vatra starting in a lead here in this second round. Honey Molasses thrown down the left-hand side. Juan Carlos sheepishly having to back away now under the effect of that slow. But Maru wants to push up. He wants to get aggressive. He might be looking for that turret here. Ой-ой-ой. Maru slots it. What a shot. Галецкий залетает Beautiful шальной. stuff. It really was. To find the angle, the observation was there. Oh, it's Reply Totem doing Reply Totem things here. And this could be the moment in which they were able to seal it. But Payne, great connection. Just able to turn the tide. In the face of utter audacity by Reply Totem, Vatra able to stabilize here. Here comes the swoop though, here we go, RBM able to hang on there. That's the second unsuccessful full dive from Joker now, but Maru wants to try and follow up with some of that damage done. Maru gets Juan Carlos, 2v2 and Maru is encroaching. I love this plays from Reply Totem. Блин, ну там Маури давит, там просто ульта Джина даже вошла в ульту этого персонала. То есть там очень сложно просто этого перса пробить, реально. Map control for Reply Totem here, looking to try and send Vatra Gaming home. Overtime coming at us. Дополнительное Blinking, you'll время. miss it, ladies and gentlemen. Now the map is open. It's go time. Payne needs that pull, and he is getting some value along the way for it. If he can combine it with RBM, it will help out considerably. As Joker goes in a bit overzealous, but keeping the pressure on. Maru and Maori are staying Продавливает Маури, Карло заберет сейчас. Забери, Джин заберет, забери Джин. Хорош. Бля, неужели ничья, неужели ничья? Я, ну реально очень плотно. Ну, у тотем, ну прям капздец сильно. Я не знаю, как они так. Как они так сильно тащат. Очень сильно. Allowing Maori to try to keep the pressure. He's got amplified shot now as well, and Payne has got to therefore be very cautious in his step. Ball, as Joker can jump in on that at any moment if he wants to. Maori pushing forwards, great stuff. Where's the ball going to go here? Joker pushing up. Dangerous, could be dangerous here. RBM on the ball though. Не будет тут гола. Хотя. Хотя. Ничья, ничья, ну блин, очень потные катки. Очень потные. Again, so many close calls, isn't it? You know, both teams know exactly what to do under pressure. I think that's very, very clear. It's been a whisker between it all the way through. But we go again. RBM wants to push Joker back. He might be thinking twice about that. Slowing Toxin makes it hard to pursue, but Payne chips in there from the mid. Finds that first pick off. Ooh, Maru goes down here. Could be an opening if they want to try to make a push for it. Payne connects. Great stuff from him. Joker.
Так, ладно, давайте нажмем кнопочку, ребят. Maybe getting jumped out too low. 335 уже, блин, ну. Да ну нафиг, да ну сейчас опять Ватра гол забьет. Чекай, сейчас Ватра гол забьет, должна забить. Нет, не рискует. Блин, мне кажется, могли забить. Мне кажется, могли забить. Они что-то не рискнули. Ну все, это уж точно гол. Блин, обидно. Обидно что-то. Обидно что-то, очень обидно. Не знаю, почему не решили там гол. Там могли забить, мне кажется. Мега обидно. And have someone like Joker walk it in, the least durable member of this That Reply mega Totem idea, team. Honey Molasses won't slow RBM down there, though, and Vatra need to get moving. Yeah, there's very little time now to do so. And Reply Totem know how close they really are. Maru surviving as well on here, despite the flames on the map. Забрали. Now, the inevitable happens. The push forwards, but Vatra Как же Ватра потеет? То есть реально, ребят, такое уважение сейчас в Ватре, я в ахере, честно. Очень сильный пик у тотемов. Я не так достойно играю, серьезно. Я прям уважение, респект проявляю Ватре, они молодцы. Какой сильный пик у тотема. That's exactly what Reply to need to do. They've got the goal. They haven't got to do anything at all except defend. 45 seconds, all that stands between Vatra Gaming and the early exit from the World Finals. Ball back in the corner. Joker just testing mid here. Reply Totem don't need to overextend. They have the advantage, but RBM gets flattened anyway. Joker's able to dive on in. 30 seconds left and the ball is tantalizingly far out of Vatra's reach. It's looking bleak for Vatra, and they need to get a push. The ball is there, but it's not the result he wants to bring in. RBM picks up the slack, right hook in. He's got to go aggressive here onto Maru. 15 seconds remain. They might be able to do this. It's going to be close. Payne's low. Maru's going to be back in the fight now. Payne is not building to really push the advantage, and that's going to be it. What a sad end for Vatra Gaming here as Reply Totem stand tall. They shepherd the ball and say, this town belongs to us. And with a sweep, no less, as well on the world stage. Подожди, они полностью выиграли? Я что-то забыл даже. Да, все. Many expected Reply Totem to have the edge with their LAN experience, but Vatra made it so close along the way. It could have gone a number of different ways, but today it was all about Reply Totem. And it's as good a time as any to say that we were wrong in our prediction, right? Teddy was right. Yeah, Teddy got it. We maybe expected. Там стащили, ребята. Прогноз верный, и нам дают еще 125. Она-то там ставил. Ты хорош, бро, так кто там выиграет. Ребят, уже 560 очков. Вообще кайф, да, вообще хайфово. Если бы еще правильный вопрос бы, тогда было бы уже 600. Так, кто... О, MVP, а что в прошлый раз не было? Кто стал MVP? Давайте Мару. Все, сотка халявная. Ребят, 650... Что... Да не, ребят, мы сегодня заберем. Мы сегодня заберем, пацаны, мы сегодня забираем. Мы скин сегодня с вами забираем. Сегодня с вами. Забираем голду. Аву. Больше не Аву, а пинчик. Еще один. Берем? О, алло. Почти. Что-то как так много очков дали. Ну да. Ну, разработчики такой маленький путь сделали. Да не, нормальный путь. Просто понимаешь, почему маленький путь? Потому что не все могут встретить все три. То есть, допустим, если бы сделал там 3000, допустим. Не все же могут встретить все прямо. Делали так, чтобы могли выставить ставки и где-то идти. Да, или не все встретить. Нет, надо быстрее. Пару любимых. Нормально. 160, ребят. У нас сейчас будет играть, ребят, у нас сейчас с вами будет играть АКМ против стамина. Это будет очень интересный матч. О, вот это, кстати, самый будет вот непредсказуемый матч, потому что здесь все метались АКМ, стамина. Вот то же самое, что и Team Quest и стал... Ребят, ты пинч тоже должен был.
Ну, я за стамину. Я за стамину же голосовал. Ну, я уже забыл, Да, я за стамину. Так, ну что, перерывчик сейчас, да? 4 минутки. Welcome to the screening. Enjoy the show. Нормально. Вопрос? Что мне не писали? А, писали. Ладно. Эх. How many monthly finals did you take in Clash? Страшно. Милан дал, значит? Ребят, ну сейчас. Поздно ответил. Да, я вообще не ответил. Как ты еще не стал умник? Нормально. Так, ну что тут вообще у нас? О, не, это я сниму. Знаешь, надо. Что надо помнить? Ну что, Бравле, давайте чекнем что Бравле. Я все иконки выкупил, ребят. О, меня ждут призы. Берем, еще заберем. Жалко, ё-моё, я не ответил на вопрос, мог бы сейчас залутать сами. Два вопроса я уже не ответил. Так, все, ребят, сейчас скоро начнется уже матч. Командами. Командами. Командами.
is to come as we progress along to the bracket. Already, Zeta Так, Division 1 ну in все. reply Zeta Totem Division, ребят, firmly будет locked играть in против those Тепла Тотема. quarterfinals in some pretty convincing matches to come. Match number 3 and number 4, AC Milan Clash versus STMN coming right at you very soon, and Stalwart Esports versus Team Queso to follow. Yeah, the rest of the bracket will be played out tomorrow. When I say rest of the bracket, I mean the round of 16. But wow, I mean, those 2 opening matches alone just made my day, and those 2 next ones are arguably even closer matched. Well, let's see what we thought. Видите, как ребята тут споры, да, против КМ-41 против представителей CD. Это реально будет интересный матч. Это очень спорный матч. Хотя комментаторы все проголосовали против. It's not looking super hot right now. We're 1 for 2, but you're looking pretty nice there with the prediction of the Totem victory. All I can say is that some casters got their predictions right, some got them wrong. That's it, you know, gotta stay humble about it. 2 more to get correct today for the 100%. That's my goal. Hey, call me wrong, but there's nothing wrong about supporting your home region, right? That said, if you want to submit some predictions of your own, which you should, go over to event.brawlstars.com, submit your predictions, interact with the stream, and give your thoughts on who's going to win the match, as well as winning some awesome in-game rewards. I hear there's a pretty cool skin at the end of the road. Yeah, and pins and rewards. It's the best viewing experience, so big recommendation to go watch the stream from over there. Well, without further ado, we got to talk about our 3rd match of the day, AC Milan Clash versus STMN. AC Milan Clash, the 1st seed from the LATAM South region, versus STMN barely scraping by to claim that 3rd spot in North America. Yeah, very different stories on those 2 sides. AQM quite dominant, right? Whether it's in the BSC, winning a whole bunch of monthly finals, 5, as a matter of fact. But even in third-party events, they were the dominant team of LATAM South. STMN, a bit of a scrappy year, but they popped off in the last couple of months, and now they're at the peak of their form. High expectations on their end for the World Finals. And it seems like we both thought that STMN was going to take this one, but I think it's going to be extremely scrappy. It's got to be a 3-2 victory for whoever takes the win in this one. Let's take it over to the stage to welcome our first team. De retour pour notre 3e match, il y a beaucoup d'ambiance. Paris, est-ce qu'on est prêt? Опа, пошла жара, пошла AC жара. Milan Clash. Qui va commencer ici à Paris pour Disneyland, AC Milan Clash. Опа, па, па, па. AC Milan Clash, the #1 seed from LATAM South, and in fact, the very first team to qualify for the World Finals across all regions this year. Yeah, a very, very strong team. Have some experience in international play as well. The core team of Caradog and VTZim was ex-affiliate at the last World Finals in 2021. Got top 16 there, eliminated 1st round. At MSI this year, with Moitab joining the team as well, they left top 8, so both big international events, they ended up losing the 1st round. They are hoping to get so much more, and they've grinded the entire year to get there. It's their chance to make it happen now. Certainly unfortunate outcomes for this team, but they have one final chance this year to bring things back. They got a little shown up by Zeta Division at the last World Final. Of course, Zeta Division went on to take the entire thing, now facing versus STMN. STMN, they made it to the round of 8 last year. Definitely going to be probably a more convincing game for these guys. We'll have to see how they face versus STMN, our next team here. Welcome them to the stage. Et leurs adversaires, évidemment, il est du côté nord-américain. Plusieurs pays qu'on accueille ici. Canada, Mexique, USA, STMN.
especially landing at the top of some brackets in some first places in the last month or so. So will they be able to generate that into some more momentum today? We'll only be able to find out once we get into these matches. Absolutely ready. And one of the big factors when it comes to LAN events, well, that's LAN event experience. And sure, AQM, they've had their fair share of experience, but as I mentioned, ended up, leaving rather early most of the time. On the side of SCMN, it is quite a bit better. World Finals 2021, that was top 8, lost to Reply Totem. We know what those guys became now. So no shame to that. MSI, top 4, lost to Zeta 1. So again, no shame to that, absolutely not. 2 monthly final wins this year, but also SPS and A, they were dominant. Also in Bogota, they've been trying on LAN. So at the moment, it seems like they might just be the best North American team when it comes to LAN events. No doubt, these guys, they are just crazy at LAN, and well, what do you know? Это реально такой спор, реально батёк просто. Реально просто батёк тупо. Ой, ё-моё. Честно, интересно. Знаю, что Sure spot in the top 8 to make it all the way to day 3. On the side of STMN, I have to say they are going to be my favorites for this one. I feel like they just have a little bit of the edge when it comes to experience in the LAN setting. Experience in general. We're talking about Bobby, OG, some of the longest lasting players in the entire competitive scene. And they're in great form. There were questions, even last year of if they wanted still to compete the upcoming year, and their duo has held so strong. Czar adding a lot to the table as well. Recently, Sans 2 again can't quite make it here today, but what a powerhouse of a team for SCMN. AC Milan Clash better be prepared. No doubt. I mean, SCMN, this is the team that we are familiar with in a LAN setting. It is unfortunate that Sans could not be here, but we'll just have to use that and draw upon what we've seen from this team previously, where they did unfortunately go down to Zeta Division 1 when it came to that MSI, but I believe a lot of people were impressed with how they were able to perform versus that team. And of course, we saw them play earlier today. It has been very well proven. Zeta Division 1, they can bleed, but can they be brought to their knees? Only SK was able to answer that question. Is Stamina able to offer sort of the same retaliation? It's a mystery. We'll only be able to tell if we see that matchup happen, and in order to do that, they'd have to face versus Ace AQM and take a win here. Yeah, talking to both teams, they all kind of think they're the favorites in this one, which is interesting and says how closely matched it is. Truly, on paper, this could absolutely go both ways. I think the caster prediction somewhat reflected that too, and a lot of the players I've talked to said, yeah, AC Milan Clash, they've been playing really well. SCMN maybe a little more inconsistent, but yeah, this late year form they have is very, very scary, and despite being the 3rd seed of we just saw seed 2 of North America go home, a lot of teams consider them and rate them higher than that and have higher expectations from them. Love the basketball and NA sports jerseys on the SCMN side too, really bringing the vibes from home, making themselves comfortable on the stage. I mean, that's what it's all about, right? You gotta bring it back. I mean, the Brawl House was quite comfy here, but if you're able to wear some comfortable sort of athleisure on the stage, then that can maybe ameliorate some of the tensions. Yeah. I mean, okay, whatever. NA vibes all the way. I'm not even gonna pretend like I'm not a biased caster out here. No, still. STMN, I mean, definitely the focus of the discussion here for the English-speaking community, but for AQM, right, we talked about favorites here, and probably the favorite of the Spanish-speaking community, and when it comes to Latin America overall, no doubt. Yeah, absolutely. So, Ready, I'm going to ask you a question. If, you had to make odds yourself before we see the predictions from everyone at home, what would yours be? Is it, 50-50, 60-40? Where you at?
going 65-35, but favoring STMN. I really do think that no matter where this match goes, no matter which way it goes, whether it goes to AQM, whether it goes to Stamina, it's gonna be a set 5. It's got to be close. These are two absolute powerhouses, and even speaking to some of the players from STMN particularly, they seem to think that it is going to be an extremely close match, and I would rate that as definitely a good assessment of this situation. Your number 3 seed in North America, as strong as you may be perceived to be, as strong as you perform in other lands, this is BSC, and you took number 3 seed. You're going to be faced versus a very high-seeded team in another region, and you deserve the high seed if you are the first to qualify in your region. That's a very valid point because, yeah, they kind of brought this up on themselves, you know, with that slow start of the year and some shakiness in the mid part 2. But at least they're here, and that's already something that I'm sure makes you very happy too, Reddy. And they've come here to perform. I think that, you know, they now have the experience behind their backs to come here confident and aiming at much more than. For both of the teams in this upcoming match, and it is definitely going to be a doozy, a big barn burner too. Look at the enthusiasm of the audience as well. I see some tribe signs, not a whole lot of STMN or AQM, but at least you got to appreciate the competitive spirit of the live audience here. It's been a while since we've had one of those, and it's все, аллилуйя. Well, here we go. Shooting Star is going to be our first map as draft is going to be kicking in shortly. 59-41, that's closer. I would have said 60-40 for me, so I'm very happy with what you guys predicted at home. I think it's a very close one. We both predicted STMN for this one, and I mean, you guys at home mostly did too. Yeah, check out these rosters, and we're going to be moving into Shooting Star as well. First pick going the side of AC Milan Clash. Ну что, погнали смотреть, что сейчас будут пикать. Brawl первым пиком. А, ну Брок отбанил, ладно, нормально. On the side of AC Milan Clash, Max, Gus, and Brock. On the side of STMN, Tick, Piper, and Eve. That does leave a couple of other throwers left. Grom, maybe the more likely of the two that are remaining, but as far as the first pick, that's definitely quite risky. Yeah, I agree. I mean, you know, you really would like that Tick here. It is banned out by STMN. Clash, so they knew that unless they banned both Sprout and Tick, they would still have a very solid thrower at hand. Gene is a good answer, one that will, you know, start off a little bit slower, but if you can get a great pull to open up those walls, or just any sort of clutch pull that turns around the lead. А чё у них четвертый стоит? А чё они стоят? Чё они с планшетами стоят? Типа они персо показывают им или что? Ну, стоят рядом. Или, типа, может, да, помогают пикать, там, советуются, но... А зачем они с планшетами стоят? Или это их тренера? Ну, может быть, но а чё они с планшетами? Absolutely, and I think the reason they went Sprout over Nani first pick is just because of that Piper ban, right? Piper is very, very scared of a Nani. We'll see the B actually. Сейчас вышел с аккаунта. Просто иди обратно. Да, ребят, поможешь с донатами. I think it's a very good idea, to be fair, just because you never know if there's a bit of a more aggressive or tanky idea for that final pick of STMN, and instead of Clash, they will settle with the Lola as their third and final pick. Лола? О, интересно, реально там Нани, а Белли Пайпер. Че Белли не возьмем, кстати? Мне кажется, сейчас Белли возьмем, чекайте. Чекайте Белли. Чекайте. Чекайте Белли. Чекайте Белли. Но они должны сейчас Белли взять, но там максимально может взять Белли. Pump out a lot of damage in close range. Buzz also comes to mind, but could also go a completely different direction and play this one. Here's the Carl, actually. That is going to be a brawler that can get in close range. Sprout is especially going to be a victim. B also could potentially have some issues with this, but Carl's still going to be outranged by virtually all of these picks here and could face some adversity as a result. Yeah, I like that Carl pick a whole lot. I mean, the mobility, there's just not that much that will counter it. То есть стоят им? Но я голосовал за таким. Ребята, кто хочет также, донатик, обращайтесь, поможет донатам в описании ссылочки. Помогаем с донатами. И закрепь ссылочки. Так, все.
Так, сейчас каточка, сейчас все. Скринчик, что уже все готово, и смотрим. Да, полетели. Так, все полетели. Вперед. Так, сейчас вырублю бабочку. Что надо мной выйдет. Так, нельзя забыть на кнопочку нажать. Ребят, не забывайте нажимать кнопочку. 670 очков у меня уже. Полетели. Так. Ну, короче, пока КМ рулят, но Джина ульта, он готовится затянуть. Но поддавливаю так М. Поддавлю так М, не дают им ничего сделать. А, нет, стойте, стамина выиграет, блин, не заметил. Ну, Джина ульта, боятся подойти. Джина ульта. Бля, ё-моё. Ой, плохой гаш от Карла. Совсем хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, стамина молодцы, молодцы, стамина. Молодцы. Молодцы, мощно, мощно. Где кнопка? Кнопка под вебкой моей. Ну, какого краска, синяя. GG, тут GG, ребят, GG. Тут GG. В следующей игре проголосовал, в следующей игре за таким. GG, ребят. Стамина затащила. Very, very close there towards the end, and really expertly played by STMIN in particular. Appreciate the consistent control and the consistent aggression of AQM. However, they were not able to turn that into an advantage in terms of stars or even in terms of kills, which is not usually the sort of way that you see this map played. It's either played extremely aggro at the enemy side. Стамину, да, тоже стамину. Ну, конечно, то, что, не, ну там стамина нормальная их расхерачила, но они тоже неплохо держались. Так, у Карла уже ульта. Как он так сразу ульту наброкопил? Что за бред? Че он такой? О, сразу. Но он сразу будет нас да, залетать на этого, на спраута. Ему тут очень сложно будет спраут. Тут мега сложно. Мега сложно. Motep continues to try and find position around the right side. Here comes the peep, but it's going for the wall break, actually. Already saw all four of those walls broken open. Ну, блин, тут опять стамина выигрывает. Там сейчас будет ульта у Джина. Карл залетает. А, нет, стойте. Сейчас что-то их подавливают капец. Джина им писает гаджет. 9-0, вообще ничего ко мне не могу сделать. Как бы ни давили, ну никак. Ну вообще просто намертво стоят. Стамина, не дают себя забрать вообще. Промахивается Бобби ультой. Правда забирать? Не, ну просто стамина. Не знаю, как слаженно отточенный механизм. Кстати, на кнопочку вот нажмем. 180. Нельзя забывать на кнопочку нажимать. Мне осталось 2 раза нажать, и у меня, ребят, уже будет 100 удвоителей. Мы сегодня забираем, ребят, с вами по-любому. По-любому забираем с вами. Да, там можно забрать. Кинчик, точнее. Не, вообще в ноль. Просто стамина ничего не сделать. Там у OG уже 7 звезд, но там дохренища киллов. Вообще ничего не могут сделать. Вообще никак. Тут понятное дело, что выиграть стамину. Тут очевидно было. Кнопочку нажимаем, я все время буду нажимать, чтобы там ничего не пропустить, чтобы забрать одним из первых. Amazing draft and consistent stuff from STMN. He had 7 stars and the blue stars, and that's considering the fact he used his speed mostly to open up the map. It's not like he was getting like all the kills with his speed. No, he was just hitting those freaky shots from afar, getting that chip damage too, not letting them just heal back up.
And that calm from SCMN is a threat. Once those walls are opened up, especially with some more fragile brawlers like Sprout and V, the chip damage and the heal cancel potential on the side of Stamina is huge, because whenever they push up on the side of AC Milan Clash, there's going to be some little gene shots and Nani shots that just trickle your HP down, and they can't afford to fall back. We're really overcommitting a bit too, and AC Milan Clash were punished big time. Big time, and they need to make sure that they make this happen in the draft in the upcoming set, because I think that's really where the problem started to arise for them, off of the neglect of picking Nanny. О, Тася, здравствуйте. Ты станет Brawl.ru. Тася, спасибо. Кого ты болеешь? Я за стамину. За стамину поставили. Блин, зачем ты раньше времени засирать команду? Мало ли она выиграет. Зачем для них мне... Ну не, я никого не сраю, просто болею за стамину и все, типа... Я в КМ не знаю просто. Стамина европейская все равно команда, а вот КМ они не европейские, не европейская КМ. Ну что я за стамину. Так что я за стамину. И дела, ты понял. Блин, здравствуйте. Вряд ли минус стрим. Понял. Не, я не тебя мудро. Много тебя ждал. We saw the Nani plays from OG. We saw Zar pop off on the Carl too, and so on. Just creating space, you know, not letting AC Milan Clash reset. Пацаны, таким победил, а кто победил? О! Блин, вот тоже хорошая карта. Вот, блин, мне нравятся такие карты, знаете, как будто там и не совсем открытые, совсем закрытые, хорошая карта. Да, наверное, свет выключили. Там победила Винди, ты видел игру? Ну, сейчас посмотрим, что будет. Ребят, видели, как против Зета играли? Сейчас мы все увидим. Делайте выводы раньше времени. Оп. Yeah, well, it's going to be a Brock opening pick for SCMN. It was banned out in the first set, and here's the interesting thing. I think a lot of the brawlers we saw either banned Понятно, там победили? Да, там победили. Пока все предикты правильны. Если я отвечу еще... Кстати, а были MVP? То Тэм не был MVP, верно? А, были, блин, я что-то дурак. Забыл. И смотрите, если мы сейчас выиграем стамина, нам, ну, типа, мы сейчас по-любому сами залутаем 700 очков, даже 700 плюс. Это будет, получается, 800 плюс и 900 плюс. Так все, так это изи. Даже если не выиграют, ребята, вот это Team Quest или Stall Power Sports, ну, типа, там нажмешь MVP, все. Или просто нажимаешь, тебе 100 очков дадут за нажатие разных кнопочек. Все. Это изи косарь. Вот Петька, ну ты попахал комментатор конкретно. Он не просто реакцию делает, он именно прям комментирует. На самом деле очень сложно так, как попахал делать. Именно прям конкретно, именно прям вот комментирует. Я тоже мог бы так, но это я не могу, ребят, я еще параллельно вам с датами помогаю, поэтому я так не могу. Я еще просто параллельно помогаю с нейшенами, поэтому я не могу. Я бы тоже, может быть, типа, я бы, наверное, смог, себя постарался, бы смог прям круто закомментировать, но... It's incredible, but even before that, you know, keeping you up, keeping your allies up, getting that extra reload speed as well. But most importantly, man, that gadget, just getting those skills secured is huge. Nani, that's an interesting pick here. It seems like SCMN really valued that pick high. Looks like it. I mean, excuse me for saying we might not be seeing Nanny here, because here she is. It, once again, is going to rely on a lot of wall break here, and I think this is pretty wise from SDMN because, well, Grom is still an option. Now, it's going to have to play very, very particularly on this map. Should he have been picked? Here's a Colonel Ruffs as well, and that's going to be controlling pretty much all the wall break options that AC Milan Clash have. Unless they decide they're going to go for something like Griff, it's only going to be Piper on their side. They're going to have to play wisely in terms of what they go for their last pick. Fang is typically one that comes to mind here, but if OG does have those sandbags down, he's going to be countering out Piper, he's going to be countering out Gus, and he's going to be countering out Fang. Yeah, I'm assuming that they are going to want to go for something with those sandbags. Don't have a whole lot of time left to choose, and it's going to be... Выдалы. Те, кто хотел больше, берите второй телефон, да. Да, 100%. А как, в принципе, это никак не поможет. Гига. Гиги.
Ставим лайки и подписываемся. Спасибо. Кстати, ребят, да, Тасик всегда, кстати, ссылочку на сайт. Спасибо, Тасик. Модерирую жестко. Минус все АХ. А, что ты по пикам? Ну, кстати, даже лучше мы не видели, сейчас будем удивляться. Полетели, ребят, ну что, полетели. Комментирую. Нани, Гавс и Брок против Пайпера, Сквика и Гас. Сразу Брок раскрыл левый фланг. Уже Нань тут полегче, так как там у нас... Ой, очень сильно сразу поджимают, ребята, КМ. Сразу Гавс минуснует Пайпер с рикошета, ну и Сквик забирает, но с вами Оуджи на Нани. Гас взят гард, отзонивает Гаса, но Гас все-таки, ребята, не умер и держится дальше. И ребят, ну с вами происходит жесткая битва сейчас 2 на 2. У всех фулл хп, Сквик отстреливается против сейчас Гаса и Брока. Попал одну тыку в Гавсов и вторую тыку попал. Лоу хп у Гавса. Сейчас бы как-то закинуть Сквику ульту, чтобы дать тык, вообще было бы идеально, но Гавс держит расстояние. Он не глупенький, тут чемпионат на сами, а не какие-то товарищеские матчи. Тут хорошо закинул очень ульту в Брока, он замедлен и все-таки забил его Гас с призрака. И все, тут Гавс уже ничего не сделать, ему остается как-то попытаться накопить ульту, и все, тут, в принципе, ничего ты не сделаешь. Отлично, первый матч у ребят, точнее, первый раунд у нас с вами за АКМ. Так что давайте смотреть дальше. Полностью раскрытый фланг, точнее, сторона полностью раскрыта у стамины. Ульта у Гаса. Гас пытается поменяться флангами. Дает ульту Пайпер. Пайпер попала по Нани тычку. Забрала очень хорошо Гавса, точнее, не Гаса, а Гавса, боже, я путаюсь уже. И Пайпер очень давит Нани, забила Нани. И остается только один Бобби, но, понятное дело, его уже заберут. А Бобби забирает Сквика с ульты. Да ну, если он сейчас как-то заберет сейчас Пайпер. Не, Пайпер уже не заберет. Ну все, тут если, в принципе, не инвалид АКМ, они должны забрать Бобби. Он один остался, бедный с Гашта, и все, забрали. И очень легко забирает АКМ в этот раунд. Я даже в шоке, что они так легко его забрали. Ребят, ну как бы мой банальный комментаторство. Ух. Нормально, нормально. Блин, ну это сложно, это реально сложно. Говорю, я могу это делать, но я не могу делать 2 часа. Я бы с ума сошел с ребят, 2 часа вот так говорил. Как же чувствую, да-да-да. Я бы с ума сошел, не так говорил. Да, в том году, где чем проходила? В том году? Не помню, блин. А, в Румынии, в Бухаресте. Так, ну давай. Ой-ой-ой, блин, Пайпер не попал тычка, давай. Ай, давай. Блин, нет, давай, добей. Блин, если бы сейчас добил Гавса, ё-моё, ну ладно. А хотя, что я, стойте, мы за стамину болеем. Давайте, херачьте этого Гавса, не дайте ему вообще пройти, херачьте. Ладно, шучу. Может, он за кем тут болеет. А, кнопку. 700, ребята. Кто ради чего пришел, это 100 поинтов мои. 100 поинтов моим. Все мы собрались ради 100 поинтов. Ребят, присоедините чат, кто собрался только ради 100 поинтов. Присоедините чат. Все, забираем. Все, ребят, я могу не смотреть. Всем пока, стрим заканчиваем. Тару получишь, да. Я. Ну, всем пришли ради этих 100 поинтов. Кто тут не ушел ради 100 поинтов, это тот бот. Этим 100 очков, понял, бро. Так, если нет, то получишь Тару. А, да, реально, зачем, босс, слушайте. Если нет, то ну, все. Нани сразу начинает с ульты, ребят, третий раунд. 1-1, Нани сразу начинает ульты. Не знаю, зачем было в газ, лучше было бы как-то пытаться на Пайпер на ульту забатить. И там бы она уже куда-то прыгнула, я бы уверен, ее как-то бы добили. Хотя назад прыгнула по-любому, но все равно уже. Может, кого-то другого бы добили, то есть уже Пайпер не было бы, они остались бы более уязвимы. Ну, более, короче, к чему я веду, да? Ой, минус Брок. Не минус Брок, слушайте, Кайдок неудачно пытался забрать. Кстати, вот этим махтопом, ребята, в лиге попадался. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как же хорошо забрали Пипер, Нани просто лютый. Оуч, стойте, забрали. А, нет, не стойте. 1-1, ребята, очень напряженная атмосфера. Стамина против АКМ. За кто же выиграет, никто не знает. Что же будет дальше? Узнаем после рекламной паузы. А если хотите купить гемы... ребят, короче, давайте так. Узнаем после рекламной паузы.
Ладно, ладно, ладно. Давайте посмотрим матч, уже не буду вас с этим. А что это было 770? А это было бы 770, да. Это реклама пельмени от шлепа, да-да. Это как типа пели эти или как? Ой-ой-ой-ой, как хорошо мансит, как же он хорошо мансил. Никак. Все-таки стамина тащит. Нажимаем кнопочку 710, 710, ребят, пошел уже. Большой 710 очков, найс. Нажал кнопку. Ой-ой-ой, как попался так сквик нормально под гаджет этого гавса. Забирает Брок, скорее всего, там, ну, должны добить. Нет, нет, Бобби просто бог, просто казните на эти манцы, просто забирает все равно. Но он мансит просто жестко. Сквик, давай. А, стойте, подождите, я забыл все равно, что стамина. Просто вижу синих, я за синих голосую, прям, типа. Ладно. Он чувствует, да. Просто чувствует. Ну, понятное дело. Ой-ой-ой, прям на грани забирает его. Блин, сейчас, кстати, решающая катка. Оуджи будет сейчас пытаться ульту накопить. Но он, видите, не дает Пайпер накопить и пытается сам. Это очень умно. Он, видите, как хорошо? Как умно отыгрывает челик. Пайпер все-таки накопила. Ульту. Вопрос, да, должен. Она 2 уже не ответила. Он 1 вообще не ответил. Не то, что неправильно, а вообще не ответил. Ой-ой-ой, ульта хорошая, как залетела по двоим. Нет, не по двоим, по одному. Ой, гаджет с квика попал. Блин, жмут. Ну давай, блин, ну давайте, стамина. О, гаджет Пайпер в никуда. Блин, 300 хп с квика, опять же, надо было в Пайпер. Почему не в Пайпер? У него же даже ульты не было. Почему он с квика ультует? Нани, что с тобой не так? Виктория приходит и пишет, что вот закончилось время. Викторина. А, проход, блин, бро, не знаю, хрен пойму. Боже, давай, забрали скика. Масштаб, забирайте. Найс, все, стамина. Это вроде только второй режим, да? Да, только второй режим. Надо еще тратить. Блин, посмотрите на Бобби, просто смотрите на него, просто Геркулес, просто батя. В прямом смысле. I love what I'm seeing from both teams here. The strategy of opening up your side of the map, not something completely new, but something that is very welcome to see. SCMN, they destroyed their walls, so they have more space to navigate, more space to juke and dodge their opponent's shots. But I love the fact that AQM, they didn't care. They were still like... Так, мы пока быренько поможем еще одному челу, ребят, с донейшеном. И полетели дальше. Пора лучше. Пайпер, если честно, какого что играл. Ну да, там, кажется, там промахнулся, но все равно старались. Ребят, конечно, помощь донатам. Обращайтесь лично мне, помогаю вам в официальной валюте. Так, во-первых, давайте рекламную паузу. То есть, нет, давайте рекламную паузу. Сейчас, да, ой, блин. Рекламную паузу пока не было. Так, давайте пока приглушим эти комментаторы. Фух, давайте отдохнем просто. Я уже устал. Ух. Просто реально устал. А, Нави. Инчик Нави сейчас чуть другой не сдонил. Инчик Нави. Да, полетели, вот сейчас можно уже. О, Бравлбольчик, блин, обожаю Бравлбольчик, честно, прям такой, часто я как на расслабоне прям строю Бравлбольчик. Ну, прям обожаю Бравлбольчик, честно, прям по душе. Бравлбольчик имба, Бравлбольчик тема. Обожаю Бравлбольчик. Сколько раз мне еще надо сказать, чтобы поняли, что обожаю Бравлбольчик. And we've seen a sweep earlier today, but it didn't go quite this fast. AQM, they gotta bring down the momentum. However, Brawl, that's not really one of those where you expect the momentum to crank down at all. If anything, though, historically,
Да, донатили и летим дальше. Я актив. Не знаю. Ну, ничего страшного. Ну, кто стримит просто очень, поэтому не всем так все не много. Драгон, у меня 300. Ну так просто я активен, видишь, я активный. Я активный. An Otis immediately on the side of STMN as a response, just reading out the bans quickly as well. Search Barley and Squeak will be banned out by AQM STMN. Просто очень активно. Так, сразу беру Тотиса, Гейла, ну такой дефолтик. Gale to go over to the other side, more importantly, because, well, that can seriously ruin their plans of getting a tank pick on their side. It's definitely, oh no, and here's Buster, and we saw. Ой, Бастер, но там Гейл все равно рискует Бастером. Plan to respond to this because Zar, if he wants to push in, he can simply throw up that super, throw up that shield, and deny any possibility of Gale pushing him back. I like the confidence from SCMN. That is definitely gonna be an interesting third set. Super Beach coming up soon as we are waiting for the fourth pick, second for AC Milan Clash. We'll get 2 in a row now to complete their comp. We'll be seeing a spike. All right, not the flashiest brawler, one of the most iconic of Brawl Stars, to be fair. It's an interesting one here, not really countering anyone per se, but it doesn't really get countered either. So it's going to be a bit more passive. Вперед. Я по твоим глазам вижу, что ты читаешь, не отвечаешь. Но говорю, блин, Дран, можно как-то по-другому купить гемы у тебя? То есть как по-другому? Как по-другому, бро? То есть... Я не отвечаю, я не читал, я в Телеграме отвечал, там кто покупал гемы. Морс, я только под столиком поработал. Без спама, Морс, да, Морс, без спама, бро. Столика. У меня карт нет. Киви карта. Я на Киви карту или карту принимаю, или на Киви карту. Сейчас там лайки, да, ребят, все. Короче, последние пики уже делают. Пока. Ну, кстати, хороший пик и там, и там. Очень хороший. Интересно будет, очень интересно. Пока с этим персом, бля, как же он будет фигарить. Пока с Бастером это сильно. Полетели. Макс на миду против Покича. Слушайте, Кайдо хорошо начал попадать. Нормально. Правда, осталось. Он же против Гейла. Опа. Нормально. Ой-ой-ой. Блин, подавливает стамина. С помощью ульты отскиллился Бастер. Уже ульта у Оуджа, но видите, хочет попасть. То есть не спешит. По Максу все-таки может промахнуться, он гаджет просто юзнет и все. Я все подавлю конкретно. Макс юзает скорость, но все равно у Спайка лоу, все, гаджет Оуджа добивает Спайка, но Гейл всех отталкивает и... Блин, все-таки Кайдок с гаджета... Блин, Бобби идет к мячу. Бобби... нет, никак Гейла все-таки ульта. А слушайте, попытался забить Оуджа, но там нереально. А, про кнопочки. А где кнопочки? А кнопочек нет, кстати. Я про них забываю, но про их нет. Ух, даже пинчики успевают кидать. Сложно уже против Спайка, тут очень сложно. Здесь как Оуджа правильно именно мансит колючек, это круто. Мне, допустим, очень сложно мансить от некрученных колючек, очень сложно. Когда ты уже прикручен, видите, а он и так, наперекосяк. Пытаюсь что-то сделать Бобби. Но тут тоже сложно, все-таки Гейл как-никак, блин. А сейчас просто застанет. Ну, видите, он... Да, все. Оп, сразу расставил Пока, блин.
Он взял все-таки гашный стан, молодец, понял, сразу определил ситуацию. От Гейла стана помогать, хорош, хорош. Я бы сейчас не задумался. Блять, от гаджет сейчас от Гейла. Motep pinched around the left side. It's looking like a 3v2 favoring STMN, but still, VTZM refuses to budge. He has a super, he has a gadget. И DJ тут. Ну, блин, нет, доп время, ребят, доп время. А тут будет очень сложно доп времени, стаминя. Блин, не смог забрать спайк. Вот если сейчас забрал спайк, и был бы 100% гол, но нет. Все-таки сейчас на контроле попытается сыграть. Нет ульты у этого, как его. Ой, Бобби, но есть ульта у Гейла. Все хреново, очень хреново. Ну, кстати, как-то глупо он ее снул, или не глупо. Ну, бля, ладно. Я говорю. Что я вам могу сказать? Бля, не ГГ. Этому какого Бастера. А, не, Бастер с помощью гаджета отхилился. Блин, и Оуджи добивает все-таки Гейла, и тут остается 3 в 2. Мне кажется, будет ничем. Мне кажется, тут никто никого не додавит. 20 секунд, у Макса все-таки уже и скорость, и Гейл выход. Хотя могут додавить, могут. Стамина. Ля, очень красиво было. Очень красиво было. Бля, капец красиво было. Ой-ой-ой-ой, как же там на грани было. Как же там на грани. Ой-ой-ой-ой. Уф, просто уф. Реально. Очень хорошо. Трикшотом, да. Ну там не трикшотом, там прям вот в пикселе было. Я не знаю, как это объяснить. Очень круто. Все, ну тут человек это очень быстро. Они ждут время. Только мониторов 2. Когда там куплю третий, ну, когда обновлю второй. Ой, тихо. Когда мне будет видеоха жестко. Ну все. А я как-то так быстро друг друга лыпы забивали. Ребят, нажимайте кнопочку, если что, она уже появилась, нажимайте. Да, кнопка. Спасибо, Винни. Спасибо. Вот будешь нас ответственный за кнопку, давай. Ух. Леон, спасибо, уже нажал, ребят. Я уже нажал. Просто я не видно за вебкой, но я уже нажал. Осталось победу подождать. Не, мне осталось еще 280. Кому-то уже... А, все. Бля, тупанул. Очень тупанул. Все, стамина выиграла. Все, ребята, еще 200. Это еще 200. Это еще 200-очка. Даже 225. Ну, очень тупанул Гейл. Ну, блин, ну было очень плотная катка. Стамина очень хорошо себя показали. Очень красивые голы сбивали. Молодцы. Очень была достойная катка. Плотная такая. Очень достойно, очень достойно. Без матов, а где матерился? Просто там пометьте с голом, ну прям надо было. 125, ребят, получаем 845. Слушайте, ответил бы на те два вопроса, было бы уже 925. Ответил бы на те два вопроса, реально. And what a curse on that roster of AC Milan Clash. Third international event where round one they end up going home. Look at the nerves at the end. VTZM, he wanted to corner it up behind the twister, but забираем, ребят, старочки. Опа, и выбираем VP. Ну давайте Бобби. MVP, мне кажется, выберут Бобби. А, нет, уже. 945, ребят, 945, все, мне 945. Остается меньше 50, все. Да все, ребят, я 100% уже лутану скин. Я не знаю, как вы, но я 100% лутану скин. Все, мне остается 55 очков. Все, скинчик наш. Мы себе... А я думал, сейчас сегодня не заберем. Not just land demons, but also just amazing drafters, as we can see. Because if you can get away with the Buster and Poco, what is going on there? I said it. It's mind control at this point, and it all came to fruition there towards the end. The little pass out of the corner with what is one of the most solid defenses. Вот чуть отдохнем от комментатора. Сейчас просто все 5 очков ставится, да. А, сейчас вопрос. А, ребят, сейчас будет вопрос. Да, реально, давайте, ребят, на вопрос ответим, пожалуйста. Если я отвечу на вопрос, мне останется 5 очков. Один раз на кнопочку нажать, и все.
Скин получил, уже получил? Хорош, бро, хорош. Ну да, те, кто отвечали на прошлый вопрос, уже получили скин. Просто хотя бы на один из двух прошлых ответили. Помочь? Ну, посмотрим сейчас, посмотрим, как будет. Ну, это вы говорите, ребят, на ответ на вопрос, если вы точно знаете ответ. Не надо на рандом говорить. На рандом я тоже могу. Я раньше, помню, уже говорил так на рандом. Так. Что будешь делать после того, как получишь тару? Ну, досмотрим. Очень интересный матч Team Quest против Stalwart Esports. Досмотрим и... И завтра будем болеть за нами. Завтра будем ждать и вот этой катки под нами. И СК тоже будет интересно. Завтра тоже посмотрим. Будем смотреть финал. Болеть за нами. Очень будем надеяться, что они завтра выиграют. Топлю будем смотреть. Даже просто так смотреть. Может, на твинке зайду, попытаюсь. Буду зарабатывать очки. Да, на твинке, чтобы просто так не смотреть. Идолы, ребят. Вот это сейчас будет очень интересный матч, очень спорный. Очень спорный. Очень спорный. Где звук игры? Все, ребят, отойду я 2 секунды отлить. Сейчас буду. Все, мы тут, ребята, мы тут продолжаем. Мы продолжаем. Ой, тихо, вопрос. Я чуть не... Ребят, какой ответ? Какой ответ? Ответ дабл. Which map was newly added to VF map pool? Блин, ну скажите ответ, ну плиз. Давайте. Дабл суш. Ай, блин. Пит-стоп. Хотел ответить пит-стоп. Спасибо, вовремя, ребят, вовремя. Хотел ответить пит-стоп, да. Эх, ладно. Придется еще на кнопочки понажимать. Well, let's talk about Stalwart Esports. We mentioned the one qualifying team from the region won every single monthly final and containing some recurring worlds qualifying players. Response and Coop to Ace, they are back for yet another year in a row. Coop, it just seems like going to Worlds as a player is just another... Ну, есть на самом деле слива всех этих вопросов, но... Ну, просто лень их смотреть. Да и так заберем, пофиг. Что спать, давай, я после секунды пит-стоп дойдел, ха. Я тоже думал нажать пит-стоп, но подумал, ладно, хрен с ним. Просто чаще всего правильный ответ на втором сверху. И должен жертвовать ради нас, твои любимые зрители. Особо не rise up that level furthermore and be, used to competing against. Because when you're winning everything, you're not competing as much as you are participating. And right now, that was their environment. Whereas Team Queso, I mean, they come from one of the most competitive regions with the most spots. Sure, that's why they made it through most likely as well. But it's been battle after battle. It's also been disappointment after disappointment. I mean, looking at the Snapdragon Pro Series Season 2, 0-7 lost basically to every single major EU team and even some non-major EU teams. So it's been a bit of a пит-стоп. Ну, все написали пит-стоп, после того уже закончился вопрос. Выигрываем, да. Here for both teams and then facing each other сеточка, ребят, it's more of a blessing than anything else because it's very close to a 50-50. Давайте вырубим это. Блин, а где музыка Бравла? Что-то я не понял. Музыка Бравла, ты где? Ясно. Он не хочет. $400 000. То есть, прикиньте, все команды, которые, ребята, уже попали на чемпионаты, все, кто попали сюда, то есть даже, знаете, соберут 15 000. То есть, ну, вообще нехило, да? Вообще нехило.
Где музыка Бравла, я моя? Ну, скин один значок еще не пришли, хотя 1000 зонов есть. Правда, потому что не все сразу. Ну, сколько вообще всего наград я забрал? Я забрал, получается, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 наград. А мне все пришли 9, давайте посмотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мне только 7 только, видите, дошли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, мне, то есть, видите, 9 тоже. Только вам. Они все зайдут, ребят, задержка. Просто прикинь, сколько людей на сайте, там 230 тысяч онлайна в Бравл на Твиче. Все с задержкой. И смотрим, ребят, сколько на Твиче Бравл онлайна. Блин, а сейчас... А, все, есть звук. Отлично. Сейчас. Ну, ссылка на официальный Twitch Бравл Старса. Интересно, а ну-ка, может в Ютубе есть? В браузере. Посмотреть. Какой iPad? iPad про 2020 года. А, вот. Нашел. А, уже играют, стойте. А, не играют, это повтор. 219 тысяч зрителей сейчас там, охренеть. 219 тысяч зрителей я сейчас собрал на Твиче. Кавахеры. Так, ладно. Да, уже? Да, с ПК сижу, 2К смотрю. Нетнорф. Просто. Мой брал по ним. То же самое, как Катана уже с БС работает. Катана. Катана менеджер Николая или какой? Блин, ну ждем, ребята. Мне значок не приходит, летучая мышь. Бро, придет со временем. Я себе показал, мне 7 наград из 9 пришло. Только 7. 7 наград из 9. То есть мне 2 тоже еще не дошли. Просто стрюки, но не дошли. Со временем, ребят, прикиньте, если 200 тысяч человек смотрит Brawl на Твиче. Просто прикиньте, сколько... На Твиче только. На Твиче 230 тысяч человек. А прикиньте, сколько людей смотрят его с сайта. С сайта, я думаю, 500 000, если не больше. Может, даже до миллиона. Не знаю, но очень много. Думаю, как Brawl Толки. Как Brawl Толки. То есть, прикиньте, сколько сейчас смотрят его. И скольким людям одновременно аккаунты должны прийти. Понятное дело, там задержки. Там задержки конкретно. Так что ждем. Будет все. Всегда, я помню, мне в прошлом году, когда еще помню, было это, как ее Джесси, кошка-воровка, да, мне она пришла, помню, на утро. То есть, понимаете, на утро. Было утро, Карл, на утро. Ну что, сейчас будет решающий матч, ребят. В принципе, пока 3 ставочки, которые я дал, ну, я поставил себя в Телеграме и вам публиковал, пока все зашли. Сейчас посмотрим, зайдут ли последние. А, был вопрос? А, был вопрос, и я опять не ответил. Я знал, кстати, что 10. Я, кстати, знал, что 10. Я, кстати, знал, что 10. Я знал, что 10. Я, кстати, реально знал, что 10. Я знал, что 10. Мне даже не надо было говорить. Даже надо было говорить. Я знал, что 10. Я знал, что 10. А чё мне не говорить, что вопрос появился? Или у меня его не было? Чё мне говорите? Я не знаю.
Ребята, он у меня появился? То есть у меня здесь был или он у меня вообще не появлялся? Напишите, чат, кто видел? Он у меня появлялся? Вообще тут. Да, был. Ну, тогда я дебил. Мог уже залутать. Я бы сейчас уже залутал скин, забейте. Ладно, зато интереснее будет посмотреть следующий матч. Интереснее будет посмотреть следующий матч. Прокликаем. Будем кликать и получать скин. То есть все, кто отвечали правильно, уже забрали скин давно-давно. То есть все, кто на просто отвечали, всегда. Ай. On est tous là, il y a beaucoup de bruit, tout le monde est très chaud. Il nous reste un match pour aujourd'hui. La première équipe à accueillir, c'est la seule équipe qui est invaincue de la saison régulière sur toutes les finales. Ils ont gagné toutes les finales mensuelles qu'ils ont fait. Ils ont le seul vétéran qui a fait les 4 finales mondiales sur Brawl Stars. Un box de bruit pour Stalwart Esports. Не знаю эту команду, вообще первый раз вижу ее. Тут корейцы, я понял. Я прошел, да, дадут вам летучую мышь, я So much history behind this roster, right? Частые played every single World Final. Мне тоже не дали, дадут. Да, я затупил. Of the World Finals 2020, and as you mentioned, Orca joining up the ranks is one of the most exciting things about this roster, because we know how much he's had to do with the current meta and how teams view the game at the moment, and he's looking to show that again in their first match of the World Finals. Сейчас все увидим, бро, сейчас все увидим. No doubt at all, but of course they have a pretty intimidating opponent across the way. Team Queso, they're looking so formidable today. Блин, это музыка САП, я-моё. That other team, Stalwart, they're all new to the World Finals, so that is going to be a very fresh experience. Boss just missed out as he got Thank you. Знаете, уже ребят знакомые. Just last minute, this is their chance to shine on the big stage. They've had their troubles this year. Да, придут вам награды. Что вы тут, блин, концерт устроили? Придут вам награды. All kinds of things happening. Some big roster changes not that long ago. Rafa and Blacksea leaving the roster. Boss joining in instead. One monthly final win as well around the mid part of the year. They are quite an interesting team, because I feel like their potential is huge. They have the mechanics and they're very clever guys, but they've been incredibly inconsistent, and lately they've been more consistent, but consistently strong. And that is not... Блять, ладно. На ТАРУ давно пришел, 10 минут еще не... Блин, капец, как жить? Как же жить дальше? Эх, ребят. Ну что, финальная катка, финальный баттл на сегодня. TQ против Stalwart Esports, bro. Stalwart Esports, bro. Пин ТАРУ пришел, да? Ребят, мы 100 лайков добьем, а? Куда-то там. 10 лайк процветает, давайте для красоты уже. Что там, добьем уже их. Блин, я ИК еще. Да, я ИК. Что не пришел? Эх. Секунду.
Так, все. Нормально, нормально. Полетели дальше. Так, короче, что у нас за карта? Я что за карту? Пит-стоп, очень хорошая карта. Ах, нет, пит-стоп, не люблю эту карту, это самая любимая карта во всей, на самом деле, не люблю. Капец, я очень сильно не люблю эту карту. But if you can get a jump in on the safe and there's no one really defending it, that's a whole ton of damage that you can deal in a short amount of time and really disrupt the defense from Stalwart as well. So I like that a lot. What I love is Rico. I think it is such a good brawler still, whether it's Bouncy Castle giving you that insane survivability or just, you know, its core mechanics, those bounces, incredibly deadly. And okay. I take it back. I take it back. We are going to see Anita in the ТАРУ as well was the previous pick, and that is one interesting comp from Seoul. Definitely one of my favorite brawlers to see and also play here on Pit Stop. It seems like the landscape can lend itself to her sometimes, but she's really going to be good into tanks. You know what I'm not seeing on the side of Team Queso? Yeah, I'm not really seeing any tanks. If anything, Nita could get some damage off of Ala SSJ, but at the end of the day, I think this is just going to be one of those wacky kind of out-of-nowhere picks from Stalwart Esports that we came in expecting. A Gale final pick, it's going to serve to be fairly good versus Carl and Daryl, and might even hardwall them if they're not careful. Yeah, listen, Reddy, I've been studying Brawl Stars comps for the last 2 years, and I don't see how Stalwart Esports make this work, but I'm here to learn too, and I want them to prove me wrong. Let's see how this one goes for our final match of day one. Javi on the left side already faced up versus Orca, who is going to be pretty much. Так, ну что, нужна топочка, ребята. Нам остается добить же последние 35 очков. Уже будем их добивать. Брать просто на лопатки эти очки ложить и добивайте. Нормально, нормально. Блин, ну капец, Рика Даман, что он просто там творит, я в ахере. Я в ахере, что там Рика творит, ребят, пипец. Не, ну тут уже, ребят, 100% забирают такие. Такие забирают, прям 100%. Прям 100%. I told you I don't see what, you know, they try to achieve with that comp. I think the Gale pick as well is kind of the nail in the coffin here because it's facing both a Carl and a Daryl, and it counters the hell out of them. In my defense, okay, in my defense, this is not where I expected Nita to be played, right? She's gonna be good into tanks. Началась следующая каточка. Хорошо, не почувствовали. Да, вообще не почувствовали. Ну, ребят, я за ТК. Я говорил, что я за ТК. Be able to get some stuff on versus bots. SSJ also is going to be getting great damage with the use of his star power to get some additional damage. And Kidайте is also looking for something, also hiding behind that safe as he attempts to charge up a super. Good kill there. And Ala SSJ and bots are left alone. But meanwhile, on the enemy safe, it's almost a takedown. GG, очень. Yeah, they went for a base race and Javi does. Стойте. So that is maybe going to save it. Да ну на! Да ну! Да ну! Охренеть, 3%. Рика в соло, 100%. Я в шоке, реально. Рика просто в соло эту катку затащил. Охренеть. Охренеть. We will have seen about a minute of playtime of Nita at the World Finals. So there you go, Nita fans. Don't think they'll be satisfied. That second game was closer. I think it was maybe a bit more of the problem on Team Queso. Да, это жестко. Просто Рика реально в соло. I mean, let's be honest, Daryl deals an awful lot of damage. Ну и видите, босс тоже дал хорошо по этой по сейфу. To be fair, especially if you can get the right positioning, it can be quite a problem. In the end, it's still in control for Team Queso. Kills-wise, night and day difference. Mostly going to be due to that first game where they had an insane amount of kills. The second, not really, because it was a base race. But still, it is going to be a set. Алекс Джей с этой бутылкой Barley. In my honest opinion, like that draft from Stalwart Esports, I like that they went for something different because they know that they are probably slight underdogs in this one.
but their drafts have to be more solid moving forward. I mean, I always like to see something refreshing, but sometimes it refreshes my memory of what you don't really do in Brawl Stars, and that is just one of those situations. Of course, we're casters, right? We don't get to talk about the draft here. We'll have to see what they come up with in the next set as well. Will Stalwart once again go out on a limb and try something wacky? It worked kind of miserably for this time. It didn't even work even a little bit. And for Team Queso, they're just running the same old and doing great. I wonder if we'll see that return to normalcy from Stalwart. Yeah, I'm not sure. I don't know if it's just different metas between regions, and Stalwart Esports just doesn't quite seem to fit in this particular first set. But it was just not it. I mean, I was excited because it's just super original, Какой код? but it was just really not functional. Код, да, почта приплеер должен прийти. Либо ж много раз вводил, да что ж сам, что персел 1 надо под настоящий день вводить, бывает. Так. О, вот эта карта хорошая, эту карту одобряем. Нокаут хорош, наша любимая карта. Stalwart Esports going a bit more traditional here with the opening pick of Piper. Let's break down the bans as well. Eve ban on the side of Stalwart Esports, actually. There's the Brock and Nanny to complement it. And Team Queso getting rid of Bonnie, Janet, and Gus. More consistent, more normal stuff on the side of Team Queso. I wonder where Eve really falls into the equation on the side of Stalwart Esports. But now that she has that reload gear, she's definitely a lot more popular. But Ala SSJ, once those walls broken open, he is going to struggle. So it's going to be an objective for Team Queso to end things quickly, and they're going to do so with Max. Yeah, no better brawler to define the pacing of the game as Max that can just speed things up, not only herself but her teammates with her. I do like what I'm seeing here from Team Queso. I think that, I mean, obviously Tick is in an amazing place with his new gear, but Max is still really solid as well. I don't think those are bad answers from Stalwart Esports. A bit more traditional here. Otis has been in a very good place pretty much ever since its release, or a couple days after, where the pros started really picking him up. But Bo, also a brawler that, especially if you're maybe a bit nervous or not quite feeling your mechanics, can really help get some consistent damage output. And the mines, they can give you straight up free rounds. And Teddy, what I'm seeing here is 2 wall breakers on the side of Stalwart Esports and 2 throwers on the side of Team Queso. This is a big risk that Team Queso willingly took, picking up 2 throwers. They must seem to think that they can... Интересные катки получилось, там 2 метателя. Интересно, реально, 2 метателя. It can take a little damage for him, and it can also help him charge up that super for free. He might do so on the left side of the map. On the right side of the map, though, Ala SSJ and Javi are setting up in the respective matchups. Boss trying to make it happen at mid, but he's severely outranged. He has to get good dodges if he plans on taking on Orca. Yeah, you mentioned wall breakers, and I agree, but it's not really free wall breaks, right? No. Hyper Super is quite hard to get and to destroy the walls you want to destroy, especially when they're, you know, on the enemy side of the map. And Bo's mines, they are great, but he can't really decide when he's going to blow them up, and that means that Team Queso, they can kind of try to walk around them, or, you know, just play more in other areas of the map. Let's see, so far, it's very much just a max range game. A nice stack from Javi onto response, but nothing too substantial just yet. Orca gets his super, and he's going to open up a couple of walls. Doesn't want to get pinched in their side of the map. That's going to help with that, give them a bit more space as well to dodge those bomb shots. Final push coming in now, though, as Boss is low HP. It's only Ali SSG left alive, but a tick head that will be taken care of quite easily. That should not be winnable. Response is low. It is going to be dealt with by Stalwart Esports, and finally something going their way as a dig run. And mines set down over on the right side. Looks like they're going to throw that down and hope that Team Queso are not aware of the positioning, which they probably won't be. Javi also making his way towards the bottom of the arena. Maybe he knows that the mines are there. A super 4 by Orca? Yeah, that cannot have been on purpose. Unfortunate there. And here comes the super from Javi as well. Nothing dealt on response, but it's still a 2v3. Yeah, great opening here from Team Queso in the second round. Those mines, I'm guessing that they are aware of it on the side of Team Queso. Sure, they were placed before they could see them, but they could
probably. Oh no, boss! Nearly gets caught off guard. It's, I mean, the best case scenario that it's the Блин, max капец clears сложно. them because that phase shifter just Очень saved his плотно. life and kept Но them все-таки, in that. видите, два метателя, но карта раскрыта на стороне. Already going to make contact on Coupe d'Ace, is left all alone, and the round this time goes to Team Queso. They also have a couple of supers that they can work with. Boss has his speed, Javi has his super as well to finish off the kill. Let's see if Javi Нормально. is going to try to catch someone off guard with a ground bomb. So far, Coupe just sitting on his totem. It's going to get cleared out quite easily by the tick. Блин, очень сложно с двумя метателями, полкарты раскрыто, все. А, Макс выжила. Блин, сейчас добьют Бо, не добили. Not anything really picked up early on as the tick head is going to be heading downwards. Will be dealt with quite easy, but the positioning is just so poor. Опа, хорошо, все, забрали. Ну все, там лоу, минус Бо. И все, и Пайпер тоже. Ребят, ну таки побеждают. В принципе, как я и говорил, ничего тут нового. Ой, кстати, я на кнопочку забываю нажимать. Забываю, я тут, блин, пишешь кнопку, ну что, все, я буду нажимать. Блин, я так могу и не забрать. Не, ну смотрите. Типа, за голосование я уже 25 получаю, даже если такие не выиграю. То есть я уже по-любому скин заберу. То есть я 25, ребят, получаю. Железно, 25 просто голосование. Если такие не выиграю. Или не получу. Ребята, получу что-то, если такие проиграют? Или нет? Что, чат, если такие, допустим, проиграют, я что-то получу? Ну, тут 25 мне дадут. Let's see if Stalwart Esports can prevent Team Queso from taking a second set. This is going to be their chance here. So far, a nice stack from Orca. Follow-up homemade recipe, and that is going to force out a phase shifter from Boss. Trying to get some of that utility out of the mix as LASSJ gets tagged up. Needs to fall back, but heals so quickly as a tick that it barely even matters. Just that supercharge. That is nice for Stalwart. So far, not a single super available on either side. Boss has this super, though. He can use it to get some speed going, possibly has some funky action going on here as well. Orca at mid is still trying to hit Boss, but Boss is staying just out of reach. Here comes the speed, though. Ala SSJ in with a tick super to the backside. Oh my god! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как... Ля, ну такие город... Блин, офигеть, что как я с таким пиком тащит? Очень жестко, очень жестко. Нажмем на кнопочку, все, ребят, 15 очков остается. Ну еще два раза остается на кнопку нажать, пацаны, 2 раза. Могу пруфы кинуть. Словечко, да многие уже забрали, многие. У меня остается 15 очков. Coupe d'Ace going to throw down the super totem on the back left. He and Response are both going to get their super. Some more wall break action for Orca, but Ala SSJ, he knows that he just needs to fall back a little bit more. He's even able to get a tick super out of this one as well. Boss has the speed, a little denial. Ждали 25. Да нет, мне еще надо, ребят, 15 очков. Ala SSJ has a little bit to work with. Just one minor remaining on the left side. Оп. Блин, Дмитрий, спасибо за донейшн. 700 рублей, таким правда, что. Спасибо за поддержку. Мне 190 я забрал скин, хах, могу пруф скинуть. Так, мне 190, мне 185, бро, мы с вами друг от друга далеко ушли. Видите, как все потеют, просто смотрите. Найс. Ну тут забирают ребята, стоя. Ну блин, сейчас надо такие затащить. Надо сейчас затащить, ребята, но у них 2 метателя. 2 метателя, как их тут тащить, я не знаю. Блин, Пайпер чё? Не видела Пайпер. Так по кустам голова пробралась, как будто понимает, что там не видно. Так, а ну-ка, это кнопочку можно дать? Не, нельзя. Кем все-таки? Ну да. This time. Tick head available again, and we've seen how much damage that can do. So tanky nowadays as well with the mythic gear. But things slow down a little bit. Map is
very opened up, but there's still enough walls for Team Keizo to play defensively on the right-hand side, and that's a great wall break from Orca, but Ой. gonna find a kill on LSSG. Ой. It's a 2v1, 1v1, now Response versus Javi. Who's gonna take it as Response is trying to find that connection to Javi? Not much of a chance as a thrower. That is gonna be a game for Stalwart in the end. Great dodges there towards the end, but it simply is not enough. And that's the hazard of running two throwers. Your shots can be dodged out pretty effectively when it comes to those close range interactions, and especially once all the walls have been broken down as well. Stalwart Esports, it looks like they found the trick to making this work. They play the long game, they drag it out as much as they can, because the benefit of Team Keizo is they play very well in the early game with Ой, давайте, как раз кнопочку. Ребят, 5 очков остается. Давайте заскриним. The question now is Team Keizo gonna Давайте. let them Ой, блин, break those слишком walls приблизил. again, because it's not that easy for Stalwart to get in that position. If Team Keizo are careful, especially with the throwers, Да почему they can try to ну-ка. keep them away. Just need to not feed too many supers and not give too much map control away. As Ace is deep on the top left, not really doing all that much, just trying to maybe catch someone off guard at one who's around, not really providing the most assistance to his teammates just yet. Does get tagged up just a little bit. 195, ребят, нормально. Supers available for Team Keizo, none on the side of Stalwart. Response still trying to offer some damage here versus Javi. Might end up getting tapped up. Great dodges, but LSSJ does fall. Response still taking serious damage. Blocked in on the right side. Down he goes. Days has to stay alive. Good dodge of the super as well. Could throw down the mines. Chooses not to. Down he goes. And Team Keizo. Так, ладно. Team Quest, ребят, забирает первый раунд. Блин, я первый раз очень подустал, реально. Вот Нави у меня будет прям вот капец. Желание посмотреть. Тут я что-то уже подустал, ребят, под последний матч. По Нике тоже. Можно понять. Rather quickly dealt with a bit of a panic last hurrah here, the final one from LSSJ. О, давай, бро. Тащите пипер, давай. А, у тебя ки-пипер, я же что-то кью. Кью, давайте, херачьте их. И кью давайте, я вас верю, ребят, вы мощные, самые мощные. High tension on the side of Stalwart Esports. They don't want to give another set away. LSSJ continues working for that super. Meanwhile, on the top side, Boss, he has his super ready. He's getting a 1v2, but he's keeping good distance, taking a little bit of damage at times. Response also has the super ready to deny max speed if it arrives. Boss is going to dodge it out, though. Unfortunate there for Response. Fat Splatter coming in to continue to push things back. Ace still tries to get some damage. Опять же, очень сложно такие сейчас, потому что у них там гром под скорость. Сейчас можно закидать тут как-то. Ой, одной тычкой в обоих попал. Бля, нет, все. Хотя... Бля, очень под... А, стойте. Не, блин, надо... Не 5 очков не хватает, видите, обидно. They don't want any of that. They want that clean 2-0. They want that momentum on their side. Response has a mute available if anyone gets too close or a bit careless. It's a great way to punish your opponents, especially in the late stages of those rounds. As Ace overextends a little bit, it's gonna feed a super to LSSJ. Нормально. So far, no big openings on either side. Это еще не последний режим, кстати. Если не все решится. Никто, кстати, сегодня не играл все 5 режимов, заметьте, кстати. Никто сегодня еще не играл все 5 режимов. Boss has the speed and ready to go at a moment's notice. LSSJ has his gadget ready to tank some damage and also a super, which can tank a whole lot of damage. It has a whole lot of health. They need to bait the shots out of an enemy first. Here comes the speed. LSSJ, down goes the tick super, and lots of damage coming in. Ace might go down. Tick super alive. Down he goes. LSSJ has another one. It's going down. Gotta get out of the way. The tick mines. Такие забирают, ребят, такие. Молодцы, молодцы. А, все, окончательно? Не, стой, второй режим. Стой, видите. Такие забирают, такие забирают. As Team Keizo are starting to make themselves a bit more comfortable. It's crazy though, the change of pace, right? That first set was incredibly fast. It was like a 2-minute set, and then we move on here to knockout, and it goes all the way to the final game, the final round of the final game, as a matter of fact. And it really was hard to tell who would take it. Team Keizo prevail, and now they're going to be moving forward to set number 3 with just quite a bit more momentum and confidence, as Stalwart Esports, despite having 2 world champion players from 2020, they seem to be stumbling so far.
far from the ideal outcome for Stalwart Esports here as Да, вы прикиньте, тебе не хватает 5 очков, ребят, что мне делать? Все, ГГ мне. The first set, it wasn't Я не terribly получил convincing in скин. terms of the draft, and I will say, I will give my 2 cents here. I wasn't too convinced by the draft there from Team Queso, but it ended up working out in the end. I think also that this was pretty reactionary Да, gameplay from первый день, конечно, изи сегодня, прям все What we saw in terms of the угадали. pace of the game, slowing down a lot because they knew that they needed to break Надеюсь, я down the walls тоже in order to угадаю. make this one happen. Response with 8 kills right here. That's what happens when you have an MVP of the World Finals on your team, but it's simply not enough. It's got to be a team effort. Yeah, exactly that. Team Queso much more evenly spread out, right? 6-5-5, just Javi barely standing out, but it was more, yeah, that team effort, right? Playing together and the team synergy. I do like their ideas, though, you know. Всё, давайте же последний клик, блин. Easy wall breaking abilities on the enemy side, so doubling down on the throwers just gives them a little bit more opportunities. It's an interesting approach, one that will ever so barely work out for that set, but we are moving to set 3 here, and already so many picks coming true. We saw the Eve first pick from Stalwart Esports, stealing it away from Team Queso, who we know love the Eve, especially now with reload gear, a very, very strong option on Canal Grande. We'll see Penny and Squeak picked up by Team Queso. Looking at the bans really quickly as well. Well, maybe in a bit, as Ash is going to be brought to the table by Stalwart Esports. I know what you want to say. I know what you want to say, so I'll just do it for you. NA, bro, NA. Yeah, NA vibes. Ну, блин, давайте. Пикайте же последний, я просто хочу забрать пин. Плюс 11 очков. Реально, тебя отстает. Ну, ребят, здесь на сайт, ну, типа я сайт никак не настрою. Смотрим, как есть уже. The play has to be, let's eliminate the bushes. But what really are their options here in terms of wall breakers? They've gotten rid of Brock already, and Surge is going to be one of the best counters maybe to tanks just in general. Versus Ash, not really consideration overall as it is banned. A Buster response. This is brilliant. I'm loving the draft, but it is the wacky drafts in full force. Yeah, both teams really going at it here, and I'm gonna say, right now, I do prefer Stalwart Esports' draft just a little bit. I'm just not too sure how Buster is going to be interacting with that Ash, assuming that, you know, it's probably the most viable way to deal with him here out of every brawler that Team Queso brought to the table. A lot of question marks. Ладно, ну шо, 95, ребят. Где кнопка? Дайте последнее нажать. Все, ребят, сейчас будет последнее нажатие. By the sides as the water is not a problem for him. Looks like free mid Косарь. maybe for Дай скриним косарь. Queso as they are getting some great kills over here. Boss gets the elimination on the right side, but no, down goes Javi on the left side. Response taking major damage. Boss with some good stuff in on Good to Ace. Oh my god! The reflection with the super from Boss. Very well played and a takedown onto Orca, but the scoreline, it's so even. Response is still looking for a killer. He needs to land on Alice SJ. There it is, and he flies away with 5 stars to his name in the blue star, safely secured. Response is popping off exactly when Stalwart needed him to. Orca might go down here, and yeah, indeed, Kidайте some friendly fire here as the shots bounce off Buster's shield and straight into Orca's face. Well, it looks like Orca's shaking it off too with the pin thrown up in the air, but it's not a great look there. Stalwart Esports, they still are in the lead, but back to all the way up. They're going to be struggling quite a bit. That said, Team Queso, they're at the deficit. They have to play aggro. And Stalwart Esports, что, забираем? is going to lend itself towards strong Да, defensive Бравл play. Старс, забрали Javi тарочку, starts to ребят. push the turret up, though. They're going to be in big Да, trouble. пришла. А, не, мне не пришла еще тар, ребят, мне не пришла тар. Beautiful play from Team Queso, only the blue star setting both teams apart right now. And the push is coming through from Team Queso. Kidайте has slowed everyone. Seems to be slowed on the side of Stalwart, and there is that kill they needed. Response falls, and with 25 seconds left, it's now Stalwart that needs to go on the offense. Some hatchlings coming in, quickly dispelled by both Alice SJ and Boss. There's just no chance, it looks like, of Stalwart pushing in versus Team Queso. They're going to need to do the impossible. Response gets so much damage. Ребят, мне не дали тару, мне только 8 придал дали, тару нет. Я вроде нажал, мне уже есть Бравл Старс, мне все равно не дали. Нормально. To bring this one back for them, and Team Queso head on to a match point. Матч-поинт для Team Queso, да? For Team Queso and their chance to close it out, and I wouldn't quite call it a clean sweep, but a fairly clean one here. A trio is on the menu, but Stalwart, they've shown that their comp is competitive here. They can make it work, just need to iron out a couple more mistakes. This is their final chance, and perhaps their final moments at the World Finals 2022.
Orca, once again, trying to dip this on the right side versus Boss. Boss has a heal at the ready. Orca mutually assured destruction on the right side, but a great kill on the left side versus Javi is going to secure a 2-star lead for Stalwart. Ребят, я не знаю, просто мне кажется, тут тоже очевидно, что Атяня, смотрите, я тащу. Я больше максимально отвлечен от темы. Я скинчик еще забрать. Тоже что-то мне все равно что. Ну как бы я болею за такие сделал, но я уже и забрал. Все, что мне надо. Big lead here as Boss tries to catch Coop off guard. Not gonna work out. Coop finds Javi instead. Ali falls to Orca. 3 stars now as Boss desperately wants to keep Orca from getting away, but also doesn't want to go down himself. Eventually decides to play it safe here. Maybe a shield might be Чел уже Тару забрал. He goes down. Blue star again. That's all that separates both teams, but it's still on the side of Stalwart Esports for now. Response still tries to push it on the right side, does get some good chip shots versus Boss. Almost great dodges there as well for Orca. Great kill on the right side for Boss too. Orca has to respond somehow. Stalwart Esports are now down by 2 stars, left on the clock, and once again, Фат Орка, что за никнейм Фат Орка, блин? and with not much time to bring things back in terms of the stars. Yeah, 2 stars. It's all it takes, but it's also all it takes for Stalwart Esports to go home. With about 15 seconds left, this is going to be the final chance for Stalwart to turn things around. A kill on both sides. It's 5 now in favor of Team K. So Orca pushing Boss, but the shield. That's a clutch one. Ну что тут? Такие, да? Trying to reset the heal, make some magic Такие ребята happen. тащат. Might just do it, but no. Блин, алло, оба, я в ахере упал. Все, такие ребята. Такие 3-0, 3-0, такие, все. Ой, все мои предикты, ребят, были правильно. Все предикты, ну, надо слушать Дрэгона, в принципе, да, и все предикты у вас будут тоже правильно. До самого предиктом все выполнили заранее, 125, мне эти очки уже нахрен не срались сюда, все, они у меня везде есть. У меня все есть, все. У меня все есть. У меня все есть, бро. Вся, ребят, лента собрана. В принципе, все есть. Ребята, идеально, просто идеально. Ну, Тару, кстати... О, Тару дали мне? О, ребят, ну что, давайте заберем Тару. Заберем Тару на стриме. О, ну и давайте за MVP. Ну, не знаю, давайте, ну, Джави мне как-то больше зашел сегодня. А, не, за босс. Дай. Ладно, ничего страшного. И пофиг, и фиг с ним. Нажмение рандом, чтобы узнать правильный ответ. Окей. Ребят, завтра, кто еще не забрал скинчик, буду все время нажимать рандомно, правильно, чтобы вы узнавали ответы. Там, кто еще хочет забрать на СНК или что-то такое. Короче, ребята, отлично был чемпионат. Хорошо пострелили. Ребят, завтра ждите в то же время опять же будем стримить. Ну что, а сейчас заберем Тару. А? Ребят, заберем Тару. Сейчас. Я за что? Ну что, давайте по порядку. У меня почему-то 9 призов. Что еще посмотрим, что мне не дали. Сначала заберем монету. Ладно, зачем я их скриню? О, пинчик. Пинчик, классный пинчик. Дальше. Токены. Звездные очки 25. Золото. Опять звездные очки. Звездочки, а просто жетоны. Звездные очки. Золото. Ребят, напишите в чат, вам пришла аватарка с летучей мышкой? Напишите в чатик, кому пришло, кому нет. А ну-ка. Посмотрим, сколько пришло, сколько мне пришло. Нет, пришла, да. Видите, мне не пришла. Вот Хамелечек тоже. Дран, а тебе не пришла? Мне, видите, мне все пришло, кроме этого пинчика. Ну что, я раз на тарах, давайте заберем ее. Давайте заскриним тут специальный знак. Забираем. Класс. Просто красота. О.
Круто. Ну, по красоте, что могу сказать. Давайте возьмем ее в лобби. Эту тарочку, эту красоточку, эту девочку. Топ. Дадим руму и выкинем пин. Хоть вот этот. О, красота. Шо, ребят, что могу сказать? Спасибо, что был сегодня на стримчике. Офигенно посидели, потрындели, посмотрели чемпионаты. Завтра будут играть нами, завтра будет еще интереснее. Так что всех жду. Это был сервис, с вами был Дрен. Всем удачи и всем пока. Всем завтра. Завтра, ребят, уже будем смотреть Нави.